Все, начинаем, поехали. Давай, 3, 2, 1. Всем привет! Это Гагарин Шоу, 47-й выпуск. И сегодня у нас крайне необыкновенный выпуск. Во-первых, с нами сегодня впервые человек по имени Андрей! Это я! Фамилия Трушковский. И знаете, чем этот выпуск необычен? Он необычен тем, что наш гость предполагает, что он разбирается в криптовалютах, а также он еще, помимо всего прочего, известный блогер, актер, инфлюенсер, бизнес-коуч. Итак, итого, саммари, с нами сегодня Андрей Трушковский! Каждый раз, когда я говорю Трушковский, это доллары просто бросать. А мне тоже вот так говорить, кстати, на всякий случай. Нет, Андрей! Понял? Криптуй отсюда. Криптуй сюда, криптуй отсюда. И смотри Гагарин Шоу. Как вам долина котов-анонистов? Я не понимаю, ребят. Так, ну что, смотрите, у нас... Он все же втулил эту шутку в эфир. Он сказал ее 5 раз до эфира. Катанистая долина. Ну что, начинаем с того, что мы делаем всегда по обыкновению. Подарок от Гагарин Шоу нашему гостю. Итак, Андрей. Андрюша, не спеши. Я думал, Это твой подарок будет Просто позже. Андрей, когда увидел такое количество долларов, сразу начал раздеваться. Потому что время оплачено, я еще в одежде. Настало время. Поехали! Слету вот так? Андрюша, Андрюшка, это тебе... Я знаю, это искаженное мое лицо какое-то на кружке. Давай. Почему искаженное? Впервые в истории этой программы мы лицо вообще никак не трогали. Да! Здесь твой Всё как оригинальный лучезарный лик. Мы взяли его с визы на американской визы, Андрюша. Спасибо большое. А что до пересадки? В смысле до пересадки? Ну, на Льва Толстого, ты знаешь. А, вот это пересадка? Яиц? А, все, не-не-не, это шутки сейчас пойдут, подожди, не-не, сейчас поезд придет к этим шуткам, да, за 300, отсоси, и все, и поехали. Ну, спасибо большое. Всё, это, смотри, у нас у всех есть такие морды. Welcome to the show. За здоровье. Гагарин Шоу! Ребят, если вы возле экранов своих, тоже можете поднимать свои бокалы. Особенно если вы ребенок. А если вы в тюрьме, то хватит мне звонить по поводу карты Приватбанка. Вот именно. И присылать маленькие фигурки из мякиша. На самом деле, давеча была такая история, значит, мне позвонили, автоответчик говорит: здравствуйте, вашу карту заблоковано, для разблокування там что-то трали-вали-наливали. Это Глеб говорил. І я говорю, і натисніть 1, якщо ви хочете... Хочете послати мене нахуй? Змінити. И, значит, мужской голос такой: алло, здравствуйте, это служба безопасности Национального банка. Прям в Нацбанк ты прям позвонил. Да, из Нацбанка звонят. Я говорю, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, вечер в хату. Он такой, да, и положил трубку. А меня в основном шлют нахуй. Не знаю, как так получается. А ты звонишь людям и У них просишь денег? фейстайм А какой-то, я они тебе в конце видят? передачи объясню, почему так происходит. Там разница в другом. Так ему звонили, а так ты сам звонишь на незнакомый номер. Давайте у нас интерактив. Гагарин Шоу. В общем, ребятки, все, что вы хотели узнать про Андрея Трушковского, но боялись спросить, если что-то неправдивое, ты можешь комментировать, дополнять или посылать У нахер. меня тоже собака сзади бережет задний дворик. Нет, внутреннюю шутку вашего бывшего гостя не Это от поняли? Руслана. Собачка бережет задний дворик. Ну, Задний двор. давай. И вот здесь заставку с прошлого выпуска. И дальше прошлый выпуск идет. Ну что же, некоторые факты. Начал свои трудовые будни Андрей Трушковский с работы официантом, но нигде попало, а в одном из лучших ресторанов Киева, куда, по словам владельца, его взяли за харизму и красивые глаза, а, возможно, и за задний дворик. Владелицы. А, владелица? Что Да. это за был за рестик? Нувель. Это давно было? Напротив МОКа, да. Это очень дорогой ресторан был, ты еще тогда не заработал вообще. Я тогда еще, наверное, в Умане жил, мне кажется. Может быть, кстати. Это ресторан в Пассаже был действительно самый дорогой. Я вот прям прогуглил, где салат $100 стоил. И тебя взяли за харизму и красивую. То есть был какой-то кастинг. Таисия Повали, когда приходила, она сказала, что лицо как нарисованное. Ну да, думаю, что за Моя талант дочка продавать. тоже рисует, поверь, там. Подожди, у тебя... То есть, подожди, получается, взяли тебя не за красивые глаза, а за талант продавать. Я думаю, это была совокупность. А у тебя был экспириенс какой-то работы официантом? То Нет, есть, это был первый ресторан, первый раз я пришел то есть работать тебя официантом. Джуна взяли официантом в ресторан, где Салат салат стоит сотку. $100? Да, я обслуживал людей, которые в Форбсе
И сейчас, когда я с ними заключаю какие-то сделки, я говорю, а помнишь такое-такое? Они говорят, да это не ты может знаешь, быть. что в Forbes попасть стоит $80 000? А ты знаешь, что некоторые платят, чтобы туда не попадать? А самые умные люди платят, чтобы туда не попадать. Кстати, Еще раз, за в Forbes четверку попасть $80 000 стоит? можно дешевле попасть. Просто в список? Знаешь, сколько стоит обложка Forbes? Сколько? 210 тысяч гривен. Или 4 обложки Я, к журнала сожалению, Натали. я не знаю всех нюансов насчет Forbes, потому что у меня нет задачи туда попасть. Но мне нравится, что ты подкован. Что? Я пошел салат Короче, принесу. Смотришь на меня. Какой-нибудь долларов за 100 по курсу 4. Подожди, Короче. и сколько ты там примерно проработал? Пока не умерла хозяйка. Ну, это, в принципе, довольно То есть приличный ты срок. пошел... Я думаю, достаточно. Ты пошел по стопам Прохора Шаляпина. То есть ты прям вот... Заеб ты ее. Как вот эти... Блин, обидно, если это было, ну, типа, просто фраза, чтобы я не выходил больше на работу, и она до сих пор жива. Я умерла, не приходи завтра. Как те... Нет, для тебя я умерла. Ладно, я проработал 3 месяца, потом пошел в рестораны Тищенко, и они закрылись вот недавно. Из-за тебя, да? Короче, там ты ушел, там умерла хозяйка. Ушел оттуда, рестораны закрылись. Где ты дальше работал? Ты кризис-менеджер, но наоборот. То есть ты именно хоронишь предприятие жестко. Вы, кстати, сделали ошибку, что меня пригласили. Мы и так, в принципе, планировали заканчивать. У меня тотем закрытия тоже есть. Ты потом пошел... Но, кстати, факт ошибочный. Почему? Первая работа была на стройке разнорабочим. В 16. В 16 разнорабочим? Да, на ты, стройке. Ты месил асфальт? Нет, бетон? носил гипсокартон на 3-й или 4-й этаж. Сейчас это, кстати, прикольный бизнес-центр на Жилянской. То есть ты еще и Киев строил. Гагарин шоу. Так, давайте следующий Следующая факт новость. про Андрея. Есть несколько бизнесов в сфере мультимедиа. О, это мне интересно. В клубе... Ну, вообще по-английски это читается в клубе. в клубе? В клубе в Киев и Main Cream. Main Cream. клубе ТВ. Есть, кстати, Да, и еще Main Cream. здесь, в Харькове, у нас филиал в клубе ТВ. Саш, расскажи, пожалуйста, поподробнее, Андрюх. Все мы бываем в ресторанах, в клубах, у всех у нас бывали свадьбы, у кого-то даже 2. Дай бог не последняя. И А их у нас надо- тоже 2, но на 2. Класс, кстати. Надеюсь, что все А достаточно. у нас будет третья. Ну и что? Бедные их запоминают, состоятельные их фотографируют, Так. либо там видео, да, допустим. Рестораны каждые выходные гуляют, да. Так. Они заказывают постоянно рекламу, фото, видео, услуги, Ну да, чтобы показать, да, да. как у нас Все весело, рестораны, классно. кроме Так. Николая Тищенко. Плюс, нет, кстати, ну да. Коля, верните деньги. Сейф, привет. Да. Ну и что? И как бы приходят фотографы, фотографируют, операторы снимают видео, потом это все публикуем на портале, люди заходят, вау, как там классно, пойду еще раз туда. И параллельно еще есть реклама, баннерная реклама. Также мы делаем мероприятия. А Main Cream это то же самое, только люксовый сегмент. Это вот примерно Maserati и Mercedes. Это у нас в клубе ТВ, а уже Rolls-Royce и все остальное более люксовое. Майбах. А какое из этих двух предприятий является бюджетообразующим? Я думаю, что фотообои больше бюджетообразующие, но постоянный доход дает и то, и второе. Но До сих пор в клубе ТВ Да. приносит бабки? причем самое интересное, что Серьезно? сейчас, да, начали новую жизнь для него. То есть, чтобы вы понимали- Секундочку, бюджетообразующим является и то, и другое? Все приносит деньги. У меня нет неприбыльных бизнесов. Окей, сразу тогда, пока мы далеко не ушли от этих двух предприятий, Я уже 10 готов вложить. скажи просто, это оформленные ООшки или это... Есть ТОВ, это есть ФОП. Да, И по-разному. какой оборот этих двух предприятий? Оборот — это неинтересная цифра. Нет, ну для начала. Хорошо, в клубе ТВ в среднем 400 тысяч гривен. Main Cream, ну, Это может быть, в год. А чего там, ты говоришь, в месяц, а там в год? И в клубе ТВ это стабильно, а Main Cream нестабильно. То есть это может быть 10 тысяч? Нет. Ну, в среднем за последние года где-то гривен. То есть оборот средний гривен, а Да. чистый доход? 100 тысяч. Блин, вы же это не вырезаете, да? Не, мы вырежем, если что. Ну, просто самим интересно. Давай так, серьезно. чистый доход на в клубе ТВ примерно 2-3 тысячи долларов в месяц. Это чистый. Здесь ты уже после на доллары всего. переключился. Да, я объясню, почему есть некоторые штуки, которые мне легче считать в долларе. Если Оборот говорить... тебе легче считать в гривне, а прибыль в долларе. Да. А расходы на ведение хозяйственной деятельности в чем? в евро. Позакрывал расходы, ну, в основном точка окупаемости, когда мне дают отчеты, она вся в гривне идет. Но я свой бюджет весь в долларе веду. Поэтому доход я уже считаю в долларе. Так, хорошо. Расходы на ведение хозяйственной деятельности в клубе ТВ какой? Минимальный, 8-12 тысяч гривен. Крим? Main Cream. Большой. Последняя минимальная точка окупаемости была Не, 200... расходы на ведение хозяйственной деятельности. Это что? Расходы на ведение хозяйственной У меня деятельности? все расходы — это расходы. Не, ну смотри, у предприятия есть продукт или услуга, которую Да. предприятие оказывает.
А Черняк будет здесь в гостях? А? Черняк будет? Не-не-не. Да, Ты хочешь, чтобы Черняк ответил на этот вопрос? Ну, давай. Отвечает капитан команды знатоков Евгений Черняк. Внимание, что в черном ящике. Я объясню, Да. почему такие вопросы сегодня будут. Потому что впервые в нашей студии гость из бизнеса. И Не поэтому скрипты. управление и владение цифрами... Да. И Очень важно для меня, да. Конечно. Это твоя Да. ключевая, фундаментальная образующая. Что такое расходы на ведение Да. хозяйственной деятельности, тебе рассказать или Да, ты понимаешь? Расходы на ведение хозяйственной деятельности — это те расходы, которые формируют себестоимость товара или услуги, которую ты производишь. Точка окупаемости. Я не говорю про инвестиции или еще про что-то. Смысл доливать деньги в бизнес, который приносит деньги. Точка окупаемости — это, соответственно, когда ввиду ведения хозяйственной деятельности ты покрываешь все расходы на ведение хозяйственной Правильно, деятельности, да. выходишь на точку окупаемости. Я, соответственно, спрашиваю, расходы на ведение хозяйственной деятельности какие? У Мейнкрим от 160 до 200, наверное, 80 тысяч гривен в месяц. Получается, какая рентабельность у Крим? Вообще очень минимальная. Минимальная, потому что практически все, что я то сказал, это затратная часть на ивенты. Мы делаем очень много ивентов. Расходы на ведение хозяйственной деятельности составляют при обороте 180 тысяч гривен. Нет, смотри, нет, подожди. Точка окупаемости — это офис, работники, налоги, это интернет, это вода, чтобы была. Это точка окупаемости. Она у меня в отдельной графе от оборота. Оборот — это клиент приходит и дает Логика сотку и говорит, подкинула мне надо чат. ивент. Оборот А это уже валовый у ивента... приход. А у него есть Смотри, ты меня себестоимость? сейчас душишь, у меня нет экономического образования, у меня есть бабки и то, что мне приносит бабки, все. меня То есть тоже я нет не экономического образования. обладаю информацией, У меня нет типа экономического сальдо и все образования. остальное. Это меня не интересует. экономическое Меня интересует, образование? сколько я трачу, чтобы заработать. Если я зарабатываю меньше, чем я трачу, тогда мне не выгоден этот бизнес, надо что-то менять. Ну, я просто обратил внимание, что ты преподаешь, ведешь курсы, обучаешь Я не людей. веду курсы. Рассказываешь о бизнесе, Да. мотивируешь людей успехом. Я, соответственно, для того, чтобы наши подписчики, а у нас ребята очень вовлеченная аудитория, такие очень, на самом деле, многие предприниматели в том числе, и им интересно вот твоя история. Потому что ты молодой парень, симпатичный. Ну, 32 уже не молодой, Ну, молодой. Не молодой, это Баффет мог бы сказать, типа, я уже не молодой. но интересный. Да, но интересно. Ну, как бы мы разбираем кейс. Мы сегодня говорим про бизнес. И, соответственно, в рамках бизнеса я тебе, как бизнесмен, у меня нету экономического образования, высшего в том числе. Я закончил среднеобразовательную школу. Если у тебя оборачиваемость предприятия в год, В год, да. а себестоимость твоих продуктов 180 тысяч Не гривен в продуктов. месяц. А чего? Окупаемость — это чтобы офис работал. Смотри, еще раз повторю, в 2020 году очень многие потеряли работу, закрыли. Я закрыл 2 офиса в 2020 году. Не было смысла содержать их, потому что не работает. Тогда я спрашиваю Следовательно, тебя точка еще раз. окупаемости уменьшилась до 12 тысяч гривен в месяц. 12 тысяч гривен. А как ты считаешь точку окупаемости, если она не включает в себя себестоимость услуг, которые ты предоставляешь? А я тебе объясню. Услуги — это одно дело. Так. А когда есть бюджет мероприятия, ты не дашь соврать. Дальше уже вопрос, кто будет вести мероприятие, какие артисты будут выступать, где это мероприятие Но у тебя будет. же есть медиана расходов и того. То есть смотри, сейчас я Я не объясню. дам украсть. Расходы на ведение хозяйственной деятельности — это то, что у тебя включает ФОД, то, что у тебя включает аренда, там какие-то коммуналка, у тебя включает какие-то там сервировка, там, я не знаю, там чаи пацаны у тебя гоняют там с девчонками и так далее. Это все у тебя 180 тысяч гривен в месяц. Ну, примерно от 160 до 280. Потом, соответственно, вот это предприятие твое производит какие-то услуги. То есть есть какая-то добавленная стоимость у всех этих ребят, которые сидят у тебя в Да. офисе. Они что-то делают. Они организовывают какое-то благо, у которого есть маржа. Маржа, соответственно, ну, я почему спрашиваю про рентабельность и Правильно. маржу, потому что хочу понять, какой непосредственно, насколько высокомаржинальный этот бизнес. То есть, соответственно, отсюда мы сейчас посчитаем с тобой маржу. Если 180 тысяч гривен расходы на ведение хозяйственной деятельности, далее ты даешь какие-то услуги. Если приходит человек и говорит, смотрите, я хочу сделать концерт, либо день рождения в Париже. Цена растет. От этого и оборот растет. Почему я никогда не считаю оборот? И сказал сразу, что это глупая цифра. Я Смотри. пытаюсь вместе с тобой посчитать рентабельность твоего бизнеса. Никто Смотри, Так, не смотри, пытается я понять тебя про понял. наеб- Просто услышь меня правильно. Когда люди дают деньги за то, чтобы им что-то сделали, Так. Так, это они иногда называется- просят что-то сделать так, как они хотят. К примеру, чтобы это были металлические биткоины, это стоило бы гораздо дороже. Ладно, могу я без образования спросить? Да. Скажи, вот условно, пришел тебе человек, дал X денег. Да. У тебя Так. есть понимание, сколько процентов из этого X ты хочешь заработать? У меня, смотри, если мы говорим Из про этого Мейнкрим, икса. да, Мейнкрим, я инвестор в этом проекте. Неважно, Мейнкрим или в клубе Да, смотри, ТВ. смотри, или услышь, в клубе ТВ
Я управляющий. Мне нравилось это делать, вставать, так сказать, от нуля. У Maincream я просто купил проект, и там есть управляющий. Я слепой инвестор. Я в офисе был 2 раза, когда забирал бабло наличками. То есть мне все равно, мне главное, чтобы оно не работало в минус. Андрюха, просто скажи, подожди. какая рентабельность у этого бизнеса, и пойдем дальше. Я Рентабельность, прошу тебя, родной. доход, чистый мой доход от Maincream. Да, рентабельность В бизнеса. среднем от 100%. 4 до 6 тысяч долларов в месяц. Это Смотри, рентабельность продаж при я не знаю, как обороте это в миллион. называется. Подожди, я не знаю, как это Всё. называется. Тогда поехали дальше. Да. Гагарин Шоу. Львиную долю заработка Андрей получает от криптовалюты. Да. Мужчины. Пам-пам-пам! И именно поэтому Андрюха сегодня с нами. В Инстаграм, кстати, это тоже видел. У тебя подписано, что ты хэштег амбассадор биткоина, а доход от трейдинга составляет около 100 тысяч, мать его, долларов В неделю. в неделю. Нет, в неделю это ты где-то обманываешь. Я не писал такого в Инстаграм. Я писал, что были недели, когда 100 заработал. А средний в месяц, да, 100. От крипты в месяц. Да. Мужчины, вопрос к вам. Так. Вы же коллеги, получается? Андрюха, ну я так понимаю, что просто про амбассадора биткоина это ты в шутку написал. Шутку, да. Так, Там понял, было до окей. этого батя написано, что-то еще. Батя было написано. биткоина? Да. Ты, получается, в среднем зарабатываешь 100 на торговле чем? Какие именно? Ну да. В основном альты. Ну, конечно, у тебя же есть какие-то... У тебя же с точки зрения диверсификации портфеля есть ключевые, там Любимые бюджетонаполняющие. Любимые альты. Блин, ну смотри, любимые вообще, вот я прям обожаю эфир. То есть но- биток ты не держишь? Нет, вообще нет, 0. Пум, Да. интересно. А Ripple ракета? Нет. Говно. Но на Рипле нормальные иксы делаются. Смотри, объясню, почему такая сумма. Да. Я не фиксирую убыток. У меня есть трейдера, которые То работают есть на ты меня. торгуешь спот? Или ты Я сам не торгую торгуешь? спот, я только спот торгую. Ага. И у меня есть штука, которой я учу людей, типа, что вот, допустим, в ресторан зашел, на 100 долларов погулял, отторгуй 100 на фьючах. Что-то Спот тут это не большие деньги, фьючи это маленькие деньги. У меня есть ребята, которые торгуют и фьючами, и спотом мои деньги. так. Это У еще- тебя есть ребята, Да. то есть ты сам не торгуешь? Я этого не говорил, я сказал, что я торгую. Ну, есть и ребята. А, есть и ребята. Да. Ну, просто Ты в как-то команде. разделяешь портфель? Очень сильно разделяю, да. На большое количество. На большое очень количество большое, людей. Да, да. Мне так удобно. Так. Это и есть моя диверсификация. И я не лезу ни в один портфель, который я дал в управление. Ни в один вообще. Мне просто главное, чтобы в конце квартала, либо в конце Но ты им года... у меня ставишь был плюс. ключевую задачу. Ребята, 0. торгуйте мне Нет. на споте. Смотри, я не ставлю задачи. 100. Я плачу людям не для того, чтобы ставить им задачи. Они зарабатывают процент от дохода. Мне главное, чтобы не было минусов. Но на То есть фьючах минусы бывают. ты сам торгуешь только спот. И еще параллельно у меня есть такая фишка. Вот, допустим, мы с тобой сидим в ресторане, погуляли на 100 долларов. Я кайфую от того, что я в конце дня открою ордер один и заработаю эти 100 долларов. 100, 200, А можем 300. с тобой сейчас открыть торговый счет какой-то? Счет? Ну, прям открыть баланс, например, и посмотреть твой прирост за сегодня. Есть там такое в портфеле? Сегодня будет тебе минус 260 долларов в дороге. Давай их сравним. Сделанных. А я что свой. именно? Ты пианель покажешь? Да, а ты свой. Давай. Ну, просто для интереса, Я знаешь, просто типа. как умный тоже возьму телефон. Я открою, допустим, Пароли биржу ввести. Акекс. Что Так, у тебя было? а я хобби. Вот, к примеру. И мне покажет минус Что? 423 доллара, не На открыв ни камеру, одного не, на ордера камеру уже показывает. очень много времени. А есть какой-то прибыльный, который ты можешь открыть и показать, что вот PNL за сегодня? Прибыльный вот так? Ну да. Но это же будет глупо. Чего? У меня открыты сейчас ордера на одной бирже и на второй бирже. Ни один не закрылся. Мы понимаем, Правильно, что то разница? есть у тебя сделки сейчас висят Да. подвешенные. Да. У тебя сейчас депо в альтах, правильно я понимаю? Нет. Допустим, открываю одну биржу, плюс 651 доллар, не открыв ни одной позиции. Не открыв и не закрыв. Почему? Потому что ордер не закрылся. У тебя сейчас депо в чем? В Тезере? У меня очень много балансов Так. на разных биржах. И у меня сейчас по моей стратегии порядка, наверное, 80% моих денег, которые я торгую. Есть деньги у партнеров лежат, есть деньги у трейдеров, есть деньги, которые у меня. Допустим, на Есть это Binance. профитное депо за сегодня? PNL-ка за 24 часа? 651 доллар, ничего не открываю вообще. Ни одной сделки. Мы же понимаем, как это делается? Та Я монета, тоже не торговал сегодня. та Смотри. монета, которая у меня есть, она идет вверх. Да, Андрюхе чекнуть. А ну-ка. Я просто Давай. не трейдер, у меня Что? ребят нету, но... Зачем здесь Да я голая знаю, да. фотография? Покажи, пожалуйста. А, нет, так подожди. $1000? Нет, я просто хочу глянуть. Я на этой бирже не сижу. Это ты докинул себе или что? Нет, это профит за день Вижу, по да, позициям. вижу. Ну, хорошо. И ты не торговал, ты просто Нет, в монетах конечно, сидишь. точно так же, как и ты. Да.
Так, ну что? А на WhiteBit ты, кстати, торгуешь, нет? Не-не, только Binance и OKEX. Правильно. Так вот, поехали дальше. Гагарин Шоу. Подожди, вопрос. Ты не торговал? Нет, конечно. Следовательно, ты сидишь в монетах, и монеты выросли. Правильно? В том числе, да. Вот. 30% Так депо вот. сидит в битке. Подожди. А если сегодня биток пойдет на 46, то сколько ты потеряешь? Ничего не потеряю, у меня стоп-лоссы стоят. Вот, ты ставишь стопы, правильно? Конечно. То есть ты фиксируешь по споту убыток. Почему убыток? Я тебе объясню, чем мы отличаемся. Ты смотришь просто на циферки. Я тебе объясню, чем мы отличаемся. Я реально миллионер, а ты нет. Поехали дальше. Гагарин Шоу. Следующий. Совладелец Академии современного образования Динку, где обучают финансовой грамоте. Ну, Что это значит? Расскажи, пожалуйста. ты ж гуглил. Я А не что это такое? гуглил. Я не Так знаю, что это погугли. такое. Академия современного образования Динку. Смотри, дальше у нас разговор может вообще не клеиться, потому что я не люблю, когда так со мной разговаривают. Чего? Чего? Просто не А люблю. что случилось? Потому что ты либо говоришь нормально, либо ты говоришь с кем-то другим. Я же не говорю с мериться тобой. сюда чем-то пришел. Андрюха, смотри, Да. подожди, смотри. У тебя основной вид Да. деятельности продажа информации. Это кто сказал? Это я тебе говорю. То есть ты гуглил? Конечно. Так что ты Ну, про говоришь, что Динку не гуглил? читал, расскажи, Подожди, пожалуйста. что ты говоришь, что не гуглил? А Про я, Динку. я гуглил, смотри, я зашел в твой инст, Да. пролистал 6 постов. Зашел в био, и там ты продаешь курс бок-трейдинга за $2000. Бог трейдинга? Да. Бог? Ты не знал, что можно стать богом? Именно Бог? Ну, Именно да. За двушку. Я хочу стать Поэтому у меня смотри, есть полубог. я тебе сейчас кое-что объясню, одну важную штуку. Давай. Не стоит задача поругаться. я и не хочу ругаться. А стоит задача, знаешь, в чем? В чем? Чтобы мы смогли отделить зерна от плевел. Потому что на сегодняшний Я день... второе слово не знаю. Мух от котлет. Мух от котлет, да. Понимаешь? Я вижу Мейнкрип твой от вклада. успешный успех Да. в инсте. Вижу там какие-то тачки покупаешь, там что-то. Ты молодой, симпатичный парень, девочка у тебя класс. Я просто хочу отделить образ инстаграмный, понял, Андрюха? Да. Образ и тебя, реального чувака, который реально поднялся с детства, который пашет. И Вова вот эти два такой же. образа хочу разделить. Я просто понял, не люблю вот эту медийную шелуху. Так, подожди, Поэтому один есть, вопрос. есть Один вопрос. Да, давай. Ты мой миллион считал? Нет, я же пытаюсь это выяснить. Так чего ты начинаешь вот это вот доставать яйца? Я же пытаюсь это выяснить. Так нет, Я выяснить хочу- это выяснить, а ты говоришь разница. Разница в том, что я каждый свой доллар считаю, и я заработал их честно. И если я сейчас сижу в стейблкоине, это не значит, что я показал тебе $651 дохода на одной бирже, это не значит, что мои трейдера мне не зарабатывают деньги. Это не значит, что я не откуплюсь на низах и не заработаю на этом больше. О чем мы говорим с тобой? Скажи, бывает такое, что у трейдера уходит в минус? Конечно. Ты его увольняешь или Нет, что происходит? фьючерсные трейдера уходят часто в минус, но Короче, у меня вопрос- не было такого смотри. квартала, чтобы был минусовый квартал. Ну, смотри, не бывает же вроде бы как ни одного бизнесмена, я могу ошибаться, конечно же, который в мире хотя бы какой-то квартал не сработал в минус. Несмотря ни на какой супер Смотри. рост, супер какой-то этот. Я не пи***ю в социальных сетях, потому что за это можно спросить. А когда на меня вот так вот наезжают, ну типа мне поебать абсолютно. Поэтому я не хочу разговаривать на таких тонах. Вы мне сказали, что здесь про юмор, про шутки в Да. контексте биткоина. Без проблем абсолютно. Но когда вот так, я буду точно так же разговаривать. Я понимаю, что я в твоем городе, хотя я вообще не знаю тебя. это И всё твой остальное. город. А ты что, не знал, что Вовка, я мэр? привет, дорогой мэр. Не, вопрос... Ребята, ребята. Хорошо, ты согласен с тем, что в интернете до хрена людей, Да. которые рассказывают, я был простой парень, у меня не было ничего. Портнягин, по твоему мнению, крутой предприниматель? Смотри, я с Портнягиным познакомился в 2013 году. Я считаю, что этот человек в определенной сфере гениален. Он умеет продавать себя. Супер классно. То, что я не знаю, чем он конкретно занимается, я не интересуюсь. Никто не знает. Смотри, да, то есть у меня нет такого, что я бы ему Даже пришел... китайский офис. Но, Даже смотри, китайский офис. Но все о нем вопрос- знают, да? Да, смотри, все о нем знают. Это первое, и это уже показатель того, что человек что-то смог сделать. И второе, человек зарабатывает бабки. Правда и неправда — это его дело. Ты торгуешь, это круто, классно, что Я не ты торгую. показываешь такую PNL за день. Я не торгую. Дело в том, что Ты просто... это мое Ходлишь. хобби. такое. Правильно? Да. Нет, у меня просто бизнес И... в реальном секторе экономики. Но в крипту-то ты заливаешь деньги, потому что ты в нее веришь? А ты вообще не гуглил, куда ты едешь? Вообще нет. Блин, Я скажу так, это для меня выходной. понял. Блядь, я-то думал, ты понимаешь вообще? Не. Тогда маленькая интродьюс маленький. Итак.
нас с Глебом, помимо того, что мы вот в рамках хобби снимаем эту передачку, чтобы ты понял, это для нас такая четверговая штука, посидеть, выпить пиво, попиздеть. А объективно, с понедельника по воскресенье мы занимаемся тем, что у нас IT-компания, которая занимается разработками в области блокчейн. На сегодняшний день это 320 человек. И целый ряд успешно запущенных проектов, которые работают на протяжении многих лет. В том числе это криптовалютная биржа, P2P-платформа, DEX-платформа, платежная система. Компания, которая занимается продвижением в сети TikTok. Это компания, которая занимается киберспортом. Карафетов. Шоу. Да, и вот это вся наша история. Биржа WhiteBit. Да. А Слышал? что здесь из сектора, ты сказал, экономический сектор, типа, ты занимаешься валютой, правильно, или чем? Ну, типа... Нет, мы занимаемся разработками в области блокчейн. Выкатываем продукты, которые, соответственно, А приносят ТикТок деньги. при чем здесь? А TikTok приносит деньги. Ну вот, то есть ты занимаешься тем, что приносит деньги. Я занимаюсь бизнесом в реальном секторе экономики. Вот. Я понимаю, что такое рентабельность, Да. маржа, оборот, доход, А я этим не расходы на интересуюсь. ведение хозяйственной деятельности. Я этим вообще не Что интересуюсь. такое ФОД, как платятся налоги, как Смотри, работает почему налоговая, не как работает интересуешься? бухгалтер, как отсобеседовать бухгалтера, по каким статьям разносятся расходы и подаются в налоговую. Вот это я Сколько понимаю. лет тебе? Мне 32. 32. Да. Ты успешнее, чем я. Да, Ну, это по факту. ну да. Я знать не знаю, кто ты, не знал, кто ты, и мне на это все равно. Мне главное, какой я. Так и понимаешь? мне всё равно. Да. И то, что Но мы ты с тобой разбираешься в встретились чем-то. здесь поговорить про Да, бизнес ты и в чем-то торговлю. разбираешься, я не разбираюсь вот в этом, то, что ты сказал. Ольга Мне главное Герасимова. зарабатывать, понимаешь? Це моя програма без табу. Понял. Вони зустрілись Хорошо. для того, щоб попити. Теперь главное зарабатывать. Все-таки Мы зробити так и все. так, Давай так и это. назовем этот выпуск. Главное зарабатывать. Гагарин Шоу. По поводу все же Динки. Ну, честно, вот Не по поводу... Динки, а Динку. Динку. Динку, извини. А ну, какое полное название? Динку не линг? Динку. А. В чем именно современность этого образования? Ну, вот такой, как... Смотри, в 2020 году, когда я закрыл один неудачный ордер на минус 30 тысяч долларов, просто типа, ну, закрыл и закрыл, все, зафиксировался. С меня посмеялся парнишка один. Ну, ты, получается, позу защитил, правильно же? Ну, то есть, если ты закрылся в минус, значит, ты сохранил деп. Нет, я сглупил. Я прям сглупил. Тупо вот затупил. В своем анализе, в своем видении. Я просто затупил. Так, и что? Да. И Так. с меня посмеялся парнишка. чувак, да? Мы с ним увиделись на карантине, пообщались. Извини, посмеялся, это в Инстаграме Да, где-то? да, Или да. как это да, было? ну типа, Ты блин, ну, выложил? чувак, ну как так, ну там все это. Ага, всё. То есть мы с ним просто обсудили эту ситуацию, с тех пор мы открыли академию. С этим парнишкой. Да. Ага. Отучили уже более 3000 человек. И ситуация такая, что люди благодарны, потому что люди приходят, которые ноль вообще, ноль В чем абсолютно. современность образования? Финансовая Да, грамота. Современность в именно том, вот- что я думаю, что все мы учились в школах, кто в региональных, кто в центральных, не знаю в каких. И мы понимаем, что 90% людей, абсолютно вашего окружения, допустим, моего окружения гостей, тех, кто смотрит, 90% тех, кто конкретно смотрит, они не понимают, как им добиться хотя бы 1 000 000 гривен. Ты хотя бы можешь вот, ну, каких-то пару, ну, таких вот фраз, я не знаю, там, ребята, все, что учат в школе, плохо, или там... Советов ты откладывайте имеешь в виду, или 10%. Да, ну, смотри, вот ну каких-то все пару понимают, что моментов. откладывать 10%. Мне да, довольно-таки вот ты как? сложно было там зарабатывать свои первые деньги. Действительно, это не шутка, я и водителем был, и официантом, и все остальное. Не потому, что я не смог что-то сделать другое, потому что так сложилась моя жизнь, это не оправдание. Неважно, что сейчас. Вот ты говоришь, вот пришел человек, он учился, ну, не в советской школе, в общеобразовательной школе. Да. Он отучился 11 классов, пошел в институт, и ты ему вот сказал пару моментов, вот ключевых тезисных фраз, там, не делай этого, делай вот это. Ну, есть какой-то вот именно... 100% я посоветую любому человеку Финансовые заповеди. откладывать, ну, хотя бы 20-30% своих денег, не 10. 10 это в идеале, это если получается, классно. Это если уже много, да? Типа... Да, ну, потому что 99% А что не значит откладывают. откладывать? Смотри, откладывать в Да. крипту, в Нет. тезер, Нет, покупать смотри, фрукты. откладывать туда, где ты не котиков. будешь сапоги, трогать. в котиков. Но мы понимаем, Как? что доллар нестабилен, банки нестабильны. Да, всё вот в остальное. этом и вопрос. Конечно же, круто, Куда? если человек может отложить в спот, Трейдить. к примеру, в Куда? какую-то альту. Просто на спот. Но это тоже неправильно. Ты понимаешь, что Неправильно, 99% 100% я этого не людей не советую. понимают, что Да, такое вообще... да. Не то, что спот, криптовалюта. Андрюха, Смотри, просто откладывать Андрюха, в почему ячейку. в альту, а не в биткоин? Вот. Я тебе объясню. У большинства людей понимание того, что эта штука стоит 49, там, допустим, 49 700 сейчас, 49 400 уже, у них понимание, я не куплю 0,001. Люди меряют как типа один автомобиль, одно колесо, один Один биткоин. биткоин, да. И когда они слышат «купи биткоин»,
То есть Люди ты не им понимают. не советуешь купить Нет, биткоин, не потому что ты им советую. говоришь то, что они хотят услышать? Смотри, я стараюсь вести жизнь свою так, что я людям не даю рекомендаций и советов. Вообще? Я говорю то, что работает. То есть биткоин не Да. работает? А биткоин, по факту, Так. если ты сейчас его купишь, ты купишь, кто угодно купит, через время ты заработаешь. В биткоин надо откладывать деньги, 100%. Но я в более инвестировать надо в маржинальные альты иду для того, чтобы сделать больше иксов. И оттуда и получается Ты же и такие потерять суммы. можешь больше. Конечно же, да. Есть риск, есть стратегия, 100%. А про что я говорю? Откладывать хотя бы Да. в ячейку. Хотя бы в ячейку, чтобы если долларах. завтра мама легла с коронавирусом, Или 10% Так. в любой валюте просто не тратить. В Вопрос в том, валюте ты не имеешь в виду в тратить. фиате. В чем угодно, абсолютно. Вот платят человеку хлебом, 10% отложить. Хлебом. Пускай он Туалетной будет бумагой. черствым. 10% от входящих денег откладывать. Это Всё. минимум. Согласен. Но я гарантирую, что и на Рекомендация 50%, хорошая. и на Рекомендация 50% Так человек инфляция же выживет. сожрет. это. Сожрет, да. Смотри, мы с тобой это понимаем. Но человек сам по себе, он, живет, селянин, вот представь себе. Так а зачем ему тогда откладывать? Потому оно что если сгорит? завтра он сляжет с коронавирусом, у вас есть знакомые, которые вас просили деньги, когда кто-то заболел? Ты, короче, Каждый имеешь в день виду, у меня есть нужно такие. откладывать не для того, чтобы приумножить, а для того, чтобы не сдохнуть? Нет, смотри, это опять твои слова. Я говорю, я откладываю, чтобы приумножить. Я даже когда делаю выбор в покупке какой-то, я смотрю, как я на этом заработаю. Все абсолютно, что я покупаю, я на этом стараюсь заработать. Я так женился. Я такой человек. Ты не понял, смотри, большинство людей, они имеют, точнее, доход, например, 10 тысяч гривен, допустим. 10 тысяч гривен. Даже если он отложит 2000 гривен, во что он должен их отложить? В 2000 гривен. Просто положить 2000 Да. гривен и все. А если Хотя он бы. хочет зарабатывать? А я тебе объясню. Финансовая грамотность начинается с того, что ты умеешь управлять своими средствами. Я всегда говорил и говорю, я не считаю, сколько я зарабатываю, я считаю, сколько я трачу. И как только я трачу больше, чем зарабатываю, я думаю, каждый почувствует, потому что надо одолжить где-то деньги, чтобы закрыть то, что ты потратил. Это понятно. Или взять кредит или еще что-то. Как только ты это делаешь, это уже большая беда. А 90% нашего населения тратит больше, чем зарабатывает. Смотри, а я считаю так, что даже если у меня есть, например, 100 тысяч долларов, Да. то мне лучше занять 100 тысяч долларов и купить квартиру в кредит, чем потратить 100 тысяч долларов. Смотри, ты предприниматель. А я тебе говорю про тех людей, кто на тебя работает. Гагарин Шоу. Каждому из вас сейчас раздадут Спасибо, по несколько детка. карточек. У вас будет ровно 5 секунд, чтобы попробовать отгадать бренд, который на них нарисован. Если у вас это не получается, вы поворачиваете карточку к своим коллегам, и они пытаются отгадать за вас. Тот, кто наберет большее количество баллов, зарабатывает подарок от «Голоса свыше». Готовы? Андрей, готовы? Да. Ба-ба-ба-бам. Окей, первая карточка, поехала! 5. Итак, Ив Сен-Лоран. Ив Сен-Лоран есть. Гуччи. Есть. Не Пять, знаю. 4, Это крипта 3. какая-то. Поворачиваем. Это Плариум. Компания, Правильно, которая... Владимир Владимирович плюс Плариум? Это против нас. 5, 4. Это что-то краска какая-то. 2. Один поворачиваем. Отгадываем. Это Капорол. Капорол. Капорол? Капорол краски. Глеб, нет. по-моему, ты первый Это сказал, Да, правильно? я Глеб первый. порол. 5, 4. Не знаю. Херсонский порт. Не-не-не. Джилет, нет? Нет, Ой, не нет. Джилет, Old Spice. Нет, Не, он он красный другого должен быть, цвета. Вовчик. он Хотя красный. Андрей, поверните в зал. Одесский парусный завод. Натянем, Матросская тишина, тюрьма, не натянем знаю. каждого. Что это? Наутика. Наутика. Наутик. Наутика. Наутиса. Я не знаю, какой-то... Рекэпшн. 5, 4. Я не знаю. давай. Не знаю. Вова, ты должен. Заурус. Зорос. Изольда. Не знаю, никто Какая-то не знает. инфузория туфелька. не знаю. Версаче Подожди, и... так, и подожди. Rolex. Стой. Что такое Изольда? Я не знаю. А это что? Версаче и Rolex. Изольду. Верните Изольду. В зале есть у кого-то предположение? Ребята. Это, наверное, змейки делают на джинсах. Может, город Измаил? Зиппо. Это Кстати, это был бы Зиппо. охренительный Зиппо. логотип для Измаила. Владимир, не томите. Вова, Голос давай, выше. рожай. Що це? Вова. Кто выключил? Просто я сам забыл. Да хера. Да, узнал, давайте поддержим аплодисментами. Вот эти, Андрюха, вот эта буковка П, это чуваки, которые придумали игру Викинг. Я не играю в игры вообще. С На телефоне. 99-го года. Владимир Валерьевич, вы готовы? Давай. За пи***ц вы мне тут карточек дали. А ты ладно. посмотрел? А ты что, смотрел, сука? Я уже знаю, Баскин Робинс, я угадал. Все, это Андрюхе засчитывается. Давай поменяем. Я В наказание я ему дам всего 2 секунды на
попытку угадать бренд на карточке. И Поехали. 2, 1, угадывай. Баскин Робинс. Дальше. 2, 1, Эрмес, наверное. 2, 1. Что значит, наверное, ты в камеру покажи, чтобы я проверил. Я не знаю, что это. Это не РБ, это какой-то Геркулес. Геркулес, каша Геркулес, Эрмес. Я не знаю, но что-то очень знакомое. Апстор. А покажите в камеру эту карточку. Что это? Arrow, это стрела по-английски. 3 Arrow, понял, окей. 3 Arrow фонд. Криптовалютный. Фонд 3 Arrow, Да. типа 3 стрелы, 2, окей. 1. Отгадывай. Поворачивай. Прорсум какой-то, я не знаю. Барбари? Это Барбари? Все по-разному называют, да. Бербери это, да? По-моему, да. Что это, Владимир? У меня то же самое, только с членом. Да, слишком маленькая. И А у скачет. Вовчика без члена, то же самое, но без члена. Ну, короче, не понимаем, что это. Поверим, мы на графике добавим. Что это такое? Баду! Нет, какой Баду? Не. Наушники. Нет, это наушники, Битс. Я не знаю, как они называются. Не помню, как они называются. Битс. Битс они называются? Кто первый сказал битс? Я его сказал. сказал. Что это такое? Я не Ну, знаю. это лев, что понятно? Пам-парам-пам. Якщо ви бачили цю людину, позвоніть нам на цей номер. Хто це? Шоколад. Лай. Шоколадки, блядь. Кто ладно. это? Энн Кляйн? Ну ладно, короче, хрен с ней. Это, типа, блядь, должен быть знать Анну Кляйн? Давай дальше. Ich даже не хренштолен. Не знаю, что это такое. Доставка еды, ракета. Роллс-Ройс. Какой Rolls-Royce? Там 2 R. Роллинг Стоун. Андрюха, ты знаешь? Рамплстинскин. Рампелстинскин. Ридл. А что ты Ридл? Я понял. Ничего. Кстати, молодцы, там 2 ребят. У меня, по-моему, даже установлено. Гелендваген? Я не знаю, что это. Вот блин. Ив Сен-Лоран. Это Проктор Гэмбл. Блин, да, это что-то, по-моему, из косметики. Это Проктор Гэмбл. сказал, Ив Сен-Лоран. Проктор энд Гэмбл. General Electric. General Electric? Какая-то гемблинговая контора. Гемблинговая General контора. Electric. И, блин, ну вы серьезно, что это? Ну что это такое? Виктория Секрет. Союз Виктория Виктан. Секрет? Это водка. Союз Виктан. Союз Виктан, да! Тем более сказала твоя жена. Это Виктория Андрюха, это Секрет. серьезно Виктория Секрет? Я думаю, да. Глеб, 5 секунд. Начинаются. 5, 4. Адидас. Да что за, блядь, Пума. какая пума? Какая пума, блин. дурак? Это же ВВС, блин! Ну, Всесвітня організація охорони цих тварин. Пандачок. А? Я не знаю, что это. И так уверенно, знаешь, кинул туда. Ну я не знаю, я сразу и скинул. Пума! То есть это, по-твоему, пума, да? Панда какая-то. Панда! Ну, Я не знаю. Но Старчаку бал добавьте. ну Вовчик, ВВС, расскажи всем, что ВВС, это. да, Правильно, Всемирная правильно. организация охраны этих животных. А я я потом думаю, что это забираю. пума и собирают на кроссовки. О, на кроссовки. На кроссовки. Купай кроссовки. Следующая. 5, Значит, одна 4, панда. 3, Поло. 1. Так, они мне Ральф наоборот. Лорен. Не, Ральф подожди, Лорен. Ральф Да не, Лорен. Поло Поло, подходит. Это Поло. логотип Не, Поло, все да. правильно, да. Есть 5, 4, 3, 2. Это я не знаю. Показывай. Покажи. DC, это рэперский шмот. Да. Как они называются? Ну, DC так и DC? называется. Да. Владимир Валерьевич, Это а скейтерская правильно покажите, одежда. пожалуйста. DC? А, блин, вот так. Дольче Габбана? 5, 4, 3. Вспомнил, 2, ракета. Я это не знаю, эту биржу. Это Binance. Андрей, Тебе плюс добавилось. 1 балл. Да. 5, 4. А за слово Binance минус 2 Ты кинул 3 балла. штуки сразу. Ты Мазерати. сразу 3 штуки слил. Мазерати, да. Shell, забираю себе. За Shell забрал, потому что... Да, так, Мазерати, да. Так, Мазерати. 5, 4, 3. Кельвин Кляйн. Браво. 5, 4, 3. И Анна Луи Кляйн. Виттон. Ну, блядь, ну серьезно? То есть ему попадались... А что ты пи***ил тут сидишь, блядь? Это, блядь, биржа какая-то? Мы до сих пор не уточнили вот это еще, кстати. Пронзил змею. Зину хотел сказать. Почему 2 стоп-кольца с 2 сторон? Так, ну что, Поехали, поехали. читили. 5, 4, 3, 2, 1. Шанель, Шанель 5, есть. 4, 3, 2, 1. Дав, 5, 4. Что, реально, да? Кристиан Диор, У тебя на обуви там. Нечестно. Ягуар,
Подожди, а ну еще раз. Ягуар. Слушай, нарисовали ему просто ягуара, блин, и говорите... И подписали Ягуар. Я такой, я просто читаю, понял, Ягуар. 5, 4, 3, 2, 1. Ну давай. Роллинг Стоун! Липстик. Роллинг Стоун! Лопух. Умничка, правильно. 5, 4, 3, 2, Телеграм? 1. Подожди, верни. Телеграм. Все правильно. Посмотри Нет. внимательней. Давай еще раз. 5, 4, ВКонтакте. 3, 2, 1. Неправильно, поворачивай. Спад, это рост. Какой спад? Спад. Это что? Какая почта? Почта вот этой хуйни, вот этой, блядь. Это телеграм. Вот Плюс 1 этой. балл Владимир Владимирович. Дальше. 5, 4, 3, 2, 1. Это Телеграм, понял? Они похуй уже согласились, что это Телеграм. Ладно, хорошо. 5, 4, 3, Давай. 2, 1. National Geographic. 5, 4, 3, 2, 1. Converse или Off-White? Off-White. Ну, так, конверс или Off-White. White. Окей, 5, 4, Фенди. 3. Ну, заслужил на премию Владимир Хорошо, Владимирович. ну, конечно. У него все это есть. Ну, конечно, он знает. Господин ведущий. Кроме Роллинг Стоун. Господин ведущий. Подсчет баллов. Да они не считали ни хера. 9 баллов заработал победитель этого интерактива. И это... 9 Смотрите после баллов рекламы. У Владимира. Да Валерьевича. понятно, что носу. Это ни одного не угадал. Владимировича Носова! А ты посчитал, Андрюхе, что он Shell добавил У себе? Андрея 8 баллов. Это вместе с Shell? Половиной, с половиной. 1 балл. Это с Shell'ом? Сколько у меня? У тебя вообще нету баллов. Возможно, без Шелла, не знаю. У него Shell был А еще. я сколько угадал? Тогда у нас 9-9. 9-9, и у нас ничья! Я уступаю. Аплодисменты! Можно мне достаточно подарков, спасибо. Нет, Андрюха, ты сегодня гость, Сейчас поэтому... суперфинал. Суперфинал, а вопросов-то Суперфинал. больше нет, и карточек. Итак, внимание, вопрос. Назовите 3 последних цифры числа π. Проверь. 615. А пока Владимир Владимирович проверяет, я объявляю Я маленький сбился. перерыв на перекур. Гагарин Шоу. Это Гагарин Шоу. У нас сегодня И Андрей мы Трушковский. продолжаем. Новости. Так, ну что, ребята, наша постоянная рубрика. Здесь мы читаем криптовалютные новости и, собственно говоря, нет-нет, да и какую-то свою, да, ну, вслух, конечно. Пизда погонять готовы. Да, и гоняем пизда на тему, значит, этой новости. Известный баскетболист, выступающий за клуб НБА, расшифровывается как Национальная баскетбольная ассоциация. Обалдеть. Галден Соколы. Стате Вариарос. Ну ладно. Известный баскетболист, выступающий за клуб NBA Golden State Warriors, приобрел NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club. Изображение обезьяны обошлось ему в $180 тысяч. Это Стефан Карри, кстати, купил. Человек, который зарабатывает... Предыдущий контракт у него был 44 миллиона за 4 года, а вот сейчас, я могу ошибаться, но, по-моему, 180 миллионов за 4 года. У Стефана Карри контракт. Вот говнюк. 180 Но у них большие миллионов. налоги. У меня друг играл в NBA, Леша он платит Печеров. налогов? И у него был первый год 1,2 миллиона зарплата, второй 1,4, третий 1,6. И он платил Сколько 47% налог. В Калифорнии Но у был американцев поменьше. У них, по идее, там 33-35. 33-35, да. Вот. А еще прикольно, я прям сегодня прочитал новость, что опубликовали список самых дорогих и самых дешевых клубов NBA. Это не связано с криптовалютой, но просто интересно. Самым дорогим клубом оказался Бруклин Нетс, хотя до этого все время был Нью-Йорк Никс. Так вот, Бруклин Нетс стоит $5,3 миллиарда долларов, или 5,6 даже. Но самое интересное, что этот клуб лет 10 назад купил Михаил Прохоров, русский бизнесмен, за 300 миллионов. Он сказал: ребята, вот посмотрите, что будет с этим клубом. Инфляция. Сколько сейчас он стоит? Инфляция 5,6? взрастит. 5,6 миллиардов. А стоил 300 миллионов. Да. Всего 5-6 лет Ему назад. предлагали через 3 года 1,5 ярда. Он сказал: ребята, не смешите мои носы. Да, сейчас за эти деньги можно купить Молдову. 5,6 миллиарда. То есть человек просто сделал X20. Про какой мы нахер там биток говорим вообще? Гагарин Шоу.
Мне нравится тема с круто. NFT. Мы с тобой на протяжении 50 выпусков с лишним. Парафинили их, да? Мы, да, их парафинили. И вот мы купили панков, купили тоже этих обезьян. И после панков такой хейт жесткий посыпался. Наши подписчики начали писать о том, что лучше бы потратили деньги там на благотворительность и так далее. Где-то Или на людям Гагарин нечего шоу. есть. У меня есть новость про NFT панков. Ой, да, есть? А ну-ка, Андрюха, давай. Поехали. Да, Visa сообщила о покупке NFT токена за $150 тысяч. Платежная система приобрела изображение CryptoPunk под номером 7610. Всего их было выпущено 10 тысяч. Это, кстати, самый первый NFT. Visa купила? Да, в 2017 году они появились. Самые-самые первые. Сейчас самые, по сути дела, были в моменте дорогие. Сейчас их переплюнуло несколько. Ну вот мы людей. следом за визой, мы купили через день, я не помню какой, по-моему, 9310, что-то такое. Но об этом вышла новость на Forklog, и мы У купили... меня Nokia такая была. И мы... Да, у меня тоже, кстати. И мы его Он поэтому вспомнил. Да, я на самом деле купил панка, просто потому что такая Nokia была. Да-да, потому что там был Мы его Snake купили- 2. Да, мы его купили за 250 тысяч. Перед этим мы нашим подписчикам всем дружно заявляли о том, что NFT мы это не говно. видим в NFT то, что NFT разводняк. И я сейчас хочу немножко пояснить, почему мы до сих пор придерживаемся точки зрения об этом. О том, что это разводняк, и о том, что это сегодня всего лишь хайп. На заре любой технологии, в том числе такой, как биткоин или криптовалюты там, и так далее, ее окружают сразу же, вот так вот облепляют, я не знаю, как правильно сказать, мошенники, всевозможные проекты, скам и так далее, и так далее. Но это не значит, что технология плохая. Это значит, что сейчас, конкретно в данный момент, вокруг создается вот такой ореол говнюков. Вот. И мы, соответственно, когда в наших выпусках говорим о том, что NFT сейчас это плохо, это действительно так и есть, потому что на заре вот этой технологии действительно очень много мусора, на котором вы потеряете деньги. Ну, то есть мы купили этого криптопанка за 250 тысяч. Представьте себе, что это такой спекулятивный интерес. На самом деле тот же биткоин по $100 никому не был интересен. А вот сейчас по 60 тысяч, да, там по 50 тысяч, всем стало резко интересно. Вот, то есть кто-то начал рассматривать в этом технологию, какие-то перспективы и так далее. И mass adoption начал появляться именно благодаря тому, что появился рост цены и всеобщий интерес. И поэтому, когда Visa сделала такой шаг и приобрела криптопанков, мы тоже приобрели. Мы верим в технологию, но не верим в тех ребят, которые во многом на сегодняшний день в этой технологии присутствуют. Вспомните в свое время ICO. Ведь тоже был бум, тоже было круто, какие-то Много скама было. Да, но скама было до хрена. 99%. 99%. 95. Да, мы говорим о том, что ничего не выстреливало тогда, и вот сейчас то, что вы видите в NFT, это то, что не выстрелит на 90%, но останется буквально несколько значимых и качественных продуктов, компаний или площадок, которые все-таки вот этот сервис и точнее, вот эту технологию масштабируют и дадут нам положительные штуки. Представьте себе такую историю. Вот, например, кто-нибудь из вас покупал, например, права на какое-нибудь музыкальное произведение. Вот у нас такая ситуация была. Для использования, допустим, в видео. Когда начинали Гагарин шоу, у нас была в начале, в заставке была вот песня «Гагарин, я вас любила». Ой, вот это вот. Вначале написали ребятам, у которых этот трек. Они сказали, у нас есть правообладатель. Мы связались с правообладателем. Правообладатель сказал, ребята, да, мы можем, в принципе, рассмотреть, но вот контракт. Мы взяли контракт, посмотрели контракт, там пиздец. Отдали им обратно с нашими ремарками. Они нам вернули обратно с ремарками. Мы им вернули с ремарками, они нам с ремарками. 15 секунд, 10 секунд, Потом уже 8 секунд. марками начали рассчитываться. Проебать гору времени. В итоге потом им по безналу нужно на компанию заплатить. Они находятся не в нашей стране. Это надо было кого-то просить, чтобы кто-то выступил плательщиком и так далее и тому подобное. Зачем это все В делать? итоге если- они взяли 2000 кэшем. Зачем это делать, если значительно проще... Не, они взяли в итоге по безналу. Ну, я оплатили- шучу. Гагарин Шоу. Я у тебя в начале передачи тебе сказал, что где-то у тебя пост увидел, и ты написал такой пост про какую-то машину или что-то такое, и ты написал, что я или Андрей? Я купил эту машину, потому что, просто купил, я не чувствую в ней души, а вот твои любимые машины, или чего ты от машины ждешь? Я тебе покажу мою любимую машину. Это действительно машина, которую создал мой отец, она одна в мире. Твой отец прям? Да, он сам прям ее сделал сделал. машину? Я думаю, вы знаете такую модель, как ГАЗ-69? Да, конечно. Это в оригинале, 69 это мои в любимые оригинале цифры. она идет как кабриолет, не такая широкая. Он, Это такой кастом получается. да, в шестом году купил за $400 у дедушки, скажем так, кузов. И сам ее Выкинул восстановил. все, и в гараже сам он сказал, я не могу... Кондер там есть?
Нету, кстати. Да нету, какого Здесь база, салон, все от Мерседеса. То есть он сказал, я не могу вам купить тачку, на которую будет оборачиваться, но я могу вам ее сделать. Вот это моя любимая машина. В ней душа есть. Там, я могу назвать ее там, братом своим, потому что отец ей уделил много времени. А так я отношусь к машинам как к металлу. И покупаю только то, на чем я могу заработать. Ты же покупаешь металл? Да. Ну, например, там, вот я сегодня видел там Майбах, видел у тебя фотки какие-то там с BMW там, и так далее. Это бездушные машины. Вот у меня, например, есть машины для души. Да. Например? Например, то, что я не считаю металл. То, что ты говоришь металл, это я с тобой 500% согласен. Потому что Майбах, ну, это не машина, это кусок металла, который сегодня ты там посидел жопой на ней 3000 километров и выбросил ее в помойку. Я, например, считаю машинами с душой, например, там 930-й турбо Porsche. Я считаю, что Porsche это лучший автомобиль. Это вообще я лучше. сейчас только созрел к 911-му, я себе смотрю. Я просто хочу чуть больше комфорта, но в идеале Я себе купить Кемрюху что-то старое. думаю взять. Ну вот Старая. смотри, Андрюха, 989 год, Да. 930 турбо. Чувак, Я тоже очень большой любитель. 930 турбо, Не 997 для нашего турбо, климата. 992 Жалко в турбо. нашем климате убивать эту машину. А я не убиваю, я на них вообще не езжу. Вот Но у тебя есть. Да, конечно. Моего брата 3. 924 в идеале 3. реставрирован. Потом 280Z Nissan. Вот, Datsun отлично. Fairlady. Да. 76-го года. Hyundai Elantra, Nissan Note. Вот это машина с душой. Это когда я сажусь в эту машину, для меня это Toyota кайф. Auris. Например, есть у Отдача. меня типа, у меня есть Youngtimer, например, там SLS. Это тоже по-своему такая металлическая, ну, типа полукусок дерьма. Но он имеет коллекционную ценность. Ну, а вот это уже все новодел, как У бы меня такое только к беспонтовый. мотоциклам. У меня кастомный Вирот Muscle. Классный На мотоцикл. 330-м колесе, на пневме, я тебе покажу обязательно. У меня кастомный кевларовый такой. стритбоб, я только пересел на что-то больше. Я еще новичок в этом плане. Но А я у меня всегда делаю полная кастом. коллекция Но турбо. ты Ну, кстати, это очень дорого, если у тебя полная коллекция турбо. Тоже востребованная тема. Особенно если турбо. Гагарин Шоу. Coinbase купит криптовалюту на 500 миллионов. Также торговая площадка будет вкладывать 10% от прибыли в различные цифровые активы, помимо биткоина, такие как Ethereum, токены DeFi и альткоины на протоколе Proof of Stake. Я на самом деле прочитал эту новость и немножечко опешил. Во-первых, я считаю, что это самая крутая биржа в мире на сегодняшний день. Потому что она работает на самом богатом рынке. Нет, не поэтому. Потому что они изначально на берегу спозиционировали свой бизнес логично, правильно и открыто. То есть, если мы говорим, например, про такую помойку, как Binance, то это 19 офшорных Которую ты юрисдикций. угадал. 19 офшорных юрисдикций, везде какие-то фунты. Мы не знаем, где они, да. Да, мы не знаем ничего про эту площадку. У нас есть ребята, и в Харькове в том числе, у которых ни с того ни с сего блокируют счета на большие цифры, там, на миллион, там, еще. Но мы же понимаем, что это украинский офис с помощью голодных ребят. Не, это еще до украинского офиса. Украинский офис — это 2 говорящие головы. До украинского офиса. И они такие, типа, садятся, надо с кем-то посудиться. А не с кем. Вот. И Coinbase для меня в этом смысле, когда мы нашу биржу строили, мы как бы изначально были все открыты. Все лица, все люди, компания, регистрация и так далее, и так далее. А они максимально зашифровались. И вот Coinbase мне близок по духу, потому что они тоже открыты с первого дня. Это они сейчас стали такими пиздатыми чуваками, которые вышли на IPO. Скажи, прости, перебью. Whitebit слышал, но ни разу не заходил даже на сайт. 1,5 миллиона, ты сказал, пользователей. Да. А денег сколько у вас залито? В смысле Ну, залито люди во что? держат денег у вас. Нет, это же Этого должно нельзя быть на говорить. стартовой странице, я думаю, что многие пишут. У вас Объем в обороте, депозита, да. объем торгов пишут. Объем торгов какой? Объем торгов в день 900 миллионов в среднем. С фьючами или фьючей нет? Без фьючей, с маржой. Класс. Да, и про Coinbase, собственно, Coinbase, новость да. про Coinbase. Я считаю, что Про эту Coinbase... мусорную помойку. Да, я считаю, что Coinbase... Coinbase не помойка. Я считаю, что Coinbase, да, Я одна про из Binance. крупнейших платформ. У них на сегодняшний день, кстати, к слову, около 5,5 миллионов активных клиентов. Это официальные данные после аудита. У нас активный клиент где-то в районе 550-600 Ну тысяч скажи, на сегодняшний вопрос, что такое считается активный клиент? Активный клиент это клиент, который осуществляет сделку не меньше, чем раз в месяц. Но мы очень стремимся, как украинская компания с украинскими корнями, точнее, потому что невозможно в Украине зарегистрировать. А вы же в Эстонии, да, Да, мы зарегистрированы? зарегистрированы в Эстонии, к сожалению. Мы с огромным удовольствием зарегистрируемся в Украине, когда такая возможность будет, когда будет проголосован закон. Но мы ведем эту всю историю официально с аудитом компании, Да, хлебобулочный завод с тем, под чтобы было названием «Глеб». понятно, к кому обратиться, с кем поругаться, на кого написать
жалобу, подать в суд и так далее. У меня была когда-то такая история с Битстампом, это много лет назад было. Мне заблокировали счет с какого-то перепуга, а у меня там было $1100-110. Ну, в пересчете всех моих там асов. Мне заблокировали счет, и говорят, через месяц мне пишут. Пішов Через на... месяц? Да, я им пишу, типа, здравствуйте. Я им пишу, здравствуйте, такая-то ситуация произошла, никто не отвечает. Я еще раз, извините, Кучка пожалуйста. мастеров. Еще раз, извините, там что-то, никто не отвечает. Курва мать. Через месяц приходит письмо. Расскажите нам, пожалуйста, суть этих транзакций и перечень транзакций. Я думаю, блядь. Я, соответственно, понимаю, что как бы, ну, типа, я же, ну, точно, я нигде не замешан, ни в каких там, я, ну, как бы, максимум могу набухаться только и попеть в караоке. Так что ты написал? Я им, соответственно, как бы пишу, что, типа, ребята, так и так, я покупал на каких-то там обменных сервисах эту всю движуху, у меня есть скрины там в Телеграме в каком-то там, еще в чем-то. Я говорю, верните мне мои деньги. Проходит еще месяц, мне отвечают, вот с этими транзакциями все понятно, а вот эти две. Мы заходим... Караоке 300 гривен, Харьков. Мы заходим в Crystal, мы заходим в Компас. Это такие, это программы, которые позволяют отследить, пропарсить базу и отследить транзакцию, ее суть, откуда куда шла. Знаем. Чистоту. Чистые транзакции. Чистоту или вот ту? Чистые транзакции, без всякого дерьма. Я позвонил чувакам из одной крупной биржи. Они позвонили другим чувакам в лондонский офис. Те чуваки позвонили тем чувакам из Битстампа. Они откуда-то знают, где они находятся. Наверное, они бухали в одном клубе, потому что Битстампа как такового не существует. И те мне пишут письмо, говорят, здравствуйте, все, мы вам вернем деньги на ваш банковский счет в стране, где вы являетесь налоговым резидентом. Я налоговый резидент, соответственно, в Украине. И я, соответственно, говорю, окей, хорошо, предоставляем реквизиты Приватбанка. Они говорят, хорошо, мы вам отправим, продают всю мою криптовалюту. Это уже прошло хуй знает сколько времени. Продают всю мою криптовалюту. В итоге там от 110 тысяч долларов остается приблизительно 1060. Отправляют мне, значит, 50 там с копейками тысяч долларов на Приватбанк. Приватбанк говорит, вы что, ебались, мы не можем принять. Пришло тебе 50 тысяч долларов там или 60 от Битстамп ЛТД. Что это? Это зарплата? Я говорю, нет. Это какие-то начисления? Я говорю, нет. Это Я мои... рабов продавал. Я говорю, это мои деньги. Они говорят, извините, мы не можем принять. Приватбанк возвращает им обратно на этот платеж. Они покупают крипту, она делает X10. Я в итоге думаю, блядь, ну это пиздец какой-то с этим счетом. Я звоню ребятам, у которых там есть там тоже типа банковский сервис, литовский. Я говорю, ребята, можете мне сделать аккаунт, который будет зарегистрирован на меня, чтобы принять деньги от Битстампа, потом, соответственно, я их дальше куда-то перевел. Они говорят, да, можем. В итоге вся эта процедура заняла у меня на все про все 4 месяца. И 110 тысяч долларов я в общей сложности вернул со всеми вычетами, благодарностями, коньяками, открытками и всеми делами, ну, может быть, 1050 в лучшем случае. Вот это, ребята, Битстамп, Binance и иже с ними. Вот такое будущее вас ждет. Гагарин Шоу. Вначале ты показал кошелек на своей бирже или нет? Не на своей. Не на своей, правильно. Почему? Потому что я как SEO компании не имею права торговать на своей платформе. Класс, хороший ответ. А не закидываешь туда деньги? Или кто-то Храню. торгует, может, хранишь? Храню, Все. да, храню. Мне просто интересно, правда Храню интересно. ассеты, но торговать не имею права. Конечно, рано или поздно меня в тюрьму посадят, если я буду торговать на своей платформе. Как у Рипла, да? Ну, типа, ну нет, смотри, я просто я просто на платформе, я же SEO, я вижу, как бы, да, там, я вижу открытые позиции, вижу, как работают люди на платформе. И, соответственно, тогда, если я буду торговать на своей платформе, меня можно обвинить в том, что я его вычислю. Что я манипулирую информацией инсайдерской. То есть я обладаю инсайдерской информацией на платформе. Поэтому я торгую на чужих платформах, чтобы меня никто не наругал. Класс, все, прям удовлетворил максимально сильно интерес. Да. Мы закрыли гештальты Андрея Трушковского. Абсолютно Чтобы верно. закрыть ваши гештальты, лайк, подписка, колокольчик. Не смотрите нашу передачу на крысу, я вас умоляю, сердечно. Крысячить не надо, Не ребятки. надо. Андрюха, ты знаешь, что такое смотреть на крысу? Конечно, я так всегда делаю. Серьезно? Объясню почему. Объясню почему. Подписан Вот на наш этой канал, Андрей? подписки нам и не хватало. Объясню. Веди. Я включил, принимаю душ. Оно себе трендит. Это когда... в тубзике телевизор? Не, душе? iPad, допустим. А, Да даже iPad. телефон положил, вот оно тебе трендит. Осторожно, Собчак, я Срешь, чтобы не подмышки было мою. слышно. Не делал так никогда, не? Что делать? Едешь в я в машине. туалет заходил с телефоном, но делал другое. Да, едешь в машине, оно тебе трендит. Там такой И блокчейн. когда ты в полный экран смотришь, ты же не, там, допустим, я не помню, когда я последний раз на компе смотрел что-то. Я У тоже тебя не. есть вот этот лайк, еще что-то. Да. Тебе надо свернуть, то есть это... Ты просто посмотрел.
То есть вот эта вот тема есть. Я редко подписываюсь, редко лайкаю, потому что я понимаю, что алгоритм будет работать так, что если я посмотрел Сколько раз долго... в месяц ты то он лайкаешь тебя приблизительно? Я думаю, что буквально где-то 2-3 раза. В месяц или в неделю? Да, но я снимаю потом. Да. Гагарин Шоу. Андрюша, давай! ЦБ Китая призвал держаться подальше от биткоина и криптовалют. В финансовом регуляторе подчеркнули, что цифровые активы не являются законным средством платежа и не имеют внутренней ценности. Давайте запустим CBDC, но в принципе в целом криптовалюта это говно. Приблизительно так говорил ЦБ Китая. Вы же знаете, что в Украине тоже планируется запуск CBDC? Серьезно? А, да, мы читали. Мне новость, Кекс кстати. пишет, можно их прорекламировать? Кто? Нет. Нет. Кто пишет? Мне Ганны пишет. Да, можно, Подожди, брат. если Binance Андрюха пишет... красавчик. Я ехал, чтобы вы понимали, ну, типа, вот реально, честно, вот по-мужски, кто вы? Ну, типа, правда, Да. нормальные типы, мне чисто попить. Да. Никакая биржа, все остальное. Я Да. пока ехал, мне уже и Binance, блядь, набрал, Андрей, хотим вас пригласить. Да. И, блядь, позвонили, спросили, можете ли вы поучаствовать в помощи, написании закона, блядь, и то, и все это. А Кекс пишет, что происходит? Кто такой Кекс? Я Я за- тебе расскажу просто. Ты не наблюдал за тем, что здесь происходит. И на самом деле после каждого нашего выпуска и перед выпуском в том числе, Пропадают когда люди. они Тут анонсируются. течь идет. Начинается очень жестко. Когда Леха к нам когда к нам первый раз приехал, мы выложили просто пост в инсте, что типа там медиа и блокчейн объединяются. И ты не понимаешь, ему в следующий же день оборвали телефон все компании, которые только блядь, в нашей нише работают. Гагарин Шоу. И следующая новость от нашего любимого ведущего Глебушки. А что любимого? Когда это он таким стал? Мошенники нашли способ кражи криптовалюты и NFT у пользователей OpenSea. Ух тышка. Здрасте, добрый вечер. Жертвой злоумышленников стал художник Джефф Николас. Он рассказал о способе, при помощи которого преступники получают доступ к криптовалютному кошельку MetaMask. Пум-пум-пум. На самом деле, я считаю, что, скорее всего, Но этот Николас я думаю, что это вранье. пьяный где-то проститутке в баре показывал, сколько у него NFT на OpenSea. По-любому. Николас? По-любому. Говорит, ты знаешь. Николас! Вот так вот я говорил. Я Николас, 24 32 84. Я сейчас Собачка. покажу свой NFT. Вот так вот. К некоторым меня Святой есть Николай NFT. приходит в июле. Девушки же, они уже привыкли в барах, там, как бы, ну, к привычным рассказам, каким-то историям, там. Так. Да, привет, у меня дистрибуционная компания, мы занимаемся поставкой лесопильных материалов. Игорь Александрович, сейчас машинка будет, сейчас договорюсь с девушкой и сразу выхожу. Да. Да. И, соответственно, типа, ну, прикинь, и ты такой, типа, я креатор NFT, если вы не в курсе, то последний лот на NFT был продан за $2,2 миллиона. Заплатишь за мой коктейль, малышка? У меня все деньги в NFT. Смотри, у меня просто сегодня все в лотах, но уже сейчас, видишь, лот заканчивается через 16 И плюс часов. $615. Давай так, давай с тобой поиграем в игру. Кстати, 45. историю, хотите про NFT Давай, и MetaMask? давай. Ездил с девушкой в Грецию недавно и такой, блядь, какая красивая фотка будет. А сниму-ка я тебя вот так максимально близко к воде. Прыгает чувак. Просто минимально попадает вода в такой же телефон. Я такой думаю, блин, водонепроницаемый. Я уже и ссал на него, и что только не делал. Вы не ссали на И телефон? ссал на телефон, да, свой? У меня Samsung, я извиняюсь. Samsung, на него лучше не ссать. Он током бьет. Да, Да, так вот. И я такой, ну, хер с ним, У через тебя полчаса... ссаный телефон? Да, это уже другой. Телефон выключается наглухо, вот просто он показывает. Я со второго... что ты ссал на телефон, я извиняюсь. Что должно в Да это жизни как раз произойти? просто. Привет, ребята! Сегодня в сторис... Не, понимаешь, что просто, ну, что вышел из клуба, хотелось спасать. Он такой, сейчас, подожди, родная, 2 секундочки. И просто чуть-чуть капнул на него. Не. Не-не-не, Нет, Или не ты вот так вот Вовчик. прямо? Пришли, Смотри. и он именно... Если бы мы хуярили дальше, допустим, Что за да дайте, блядь, пошучу по-нормальному. Давай. Если бы мы хуярили дальше тему, как мы начали, я бы твою фотку открыл. А так я вот так беру. Так, Сука. ну понятно. Подожди, Ты на после себя передачи, нассал? после передачи ты руками будешь ссать берешь. на мою фотку? Да нет, все, Это слушай, его короче, фотка. блядь, приезжаю к друзьям уже в Киев, говорю, блин, надо восстановить прям обязательно. Они говорят, почему? Я говорю, ну надо. MetaMask кошелек, где NFT-шки, Ну,
единственный кошелек, от которого я тупо не сохранял Google аутентификатор. Зайти могу и просто смотреть на него. Я такой... Просто картинку. Немного. Просто 3 картинка. всего работы, но типа обидно. Ну, обидно, пиздец. Ни панки, ничего остального. Но типа просто сам факт того, что вот проехал вот так вот. А мне не сказали, ты, наверное, везучий, у тебя до этого упал телефон, не треснул, треснула плата внутри, и капля попала четко в трещину. Это судьба. Да. Может быть, эти лоты, кстати, взлетят ввиду того, что у них нету оунера теперь. И мне будет... Кому это. ссать на них? Но это будет прикольно, кстати. Надо, кстати, эту историю крутануть. Так нет, там же еще есть копии. А, есть, Это да? да, типа это не... Да нет, и что ты думаешь, блядь, у меня миллиона нема. Гагарин шоу. Лукашенко. О, это классно. Чем в Польше клубнику собирать, лучше... Не так, подожди. Чем в Польше? Подожди, эту новость. Эту новость я должен прочитать. Итак, Александр Григорьевич читає новость. Лукашенко, прямая цитата. Чем в Польше клубнику собирать? Лучше б криптовалюты свои майнили. Я, как президент Беларуси, говорю, что яйца пропали. Что, блядь? Сметана осталась. Я их часто люблю перетрахивать и смотреть, кто в рот, а кто не в рот. Это перед инсультом он такой Так ляпнул? это Нет, так это Лукашенко сказал когда-то. Я часто люблю свой парламент перетрахивать и смотреть, кто в рот, а кто не в рот. Я вот это взялся за яйца, сметана пропала. его крылатые Это экономические показатели. Да, да. Активнее призвал использовать электричество для добычи криптовалюты. Странный человек. Да, он очень странный тип. То есть он какой-то супер противоречивый. То есть, с одной стороны, даже вот смотришь его, ему веришь. Ну, потому что он такой, знаешь, такой... Биткоин, а в Беларуси батькоин. За родину! Такой, это как биткоин, только с усами. Ну-ну. На самом деле было бы круто, если бы под вот этими громкими высказываниями на сегодняшний день была бы какая-то нормативная законодательная база. Тогда бы, например, чувачки из Китая даже, которым абсолютно насрать на санкции, на всех на свете, они бы посмотрели, есть закон. Закон прописан, есть конституция. Тогда бы они взяли, а сейчас в Китае очень активно сворачиваются фермы в огромных количествах, и на сегодняшний день распродаются за копейки. На сегодняшний день там те же S9 можно из Китая забирать там по 80-90 долларов. 100 долларов. Сюда их привозить там, или там туда их привозить, там за 120 в круг со всеми там движухами. И если бы они дали базу какую-то, они просто попили возле... Лужайки. Пюпитера, то... Почему не смешно это слово? То как бы и работало бы это инакше. Это маленький хуй. Гагарин шоу. В сети Ethereum произошла критическая ошибка. Крупная реорганизация блоков в сети альткоина могла стать причиной разветвления блокчейна, но вовремя была остановлена. Короче, почти налажали. Или таки налажали? Налажали. 70% компаний не успели обновиться. Охренеть. Из-за этого у Binance и у прочих других ребят были остановлены транзакции, входящие, исходящие, депозиты, выводы. Мы, кстати, успели. Опачки. До реорганізації ми обновились. Ми були в числі небагатьох підприємств, котрі змогли це зробити швидко. Это ты параллельно рекламу снял? Да, это только что было. Володя, ваш президент. Ставочка. Стрункою, знаєш, як це? Стрункою колоною крокують студенти Харківського національного Да університету. что ж с тобой не так, скажи? Где ты эти фразы собираешь? Ветерани соціальної... Ты и есть та бабушка, которая все знает? Ты смотрел Евровидение? Яке кончене, помнишь? Лет 10 не смотрел. Хоть что-то ты смотрел на украинском? Он все на украинском. Трясся твоїй матері, в кутку щось ворушиться, Гаррі. Ітак! Фильмы ты смотрел в кино? Я с ним даже смотрел. фильм. на українському Я даже чуть-чуть снялся в том фильме. Да, кстати, Да. by the way. Да. В одном фильме снимались, между прочим. Так вот. Ставчук, пока мы обсуждаем новость, у тебя задача со звездочкой. Найти 2 новости, которые ты не читал. На самом деле, впоследствии для любителей тайного общества и так далее, после вот этой истории, через, по-моему, неделю или полторы, вышла новость о том, что, значит, раскрыты архивы Макафи,
Макафи, антивирус Макафи. Макафи умер в тюрьме, кто не знает. Они зашифрованы на блокчейне Ethereum, да, там в каких-то, я уже не помню, как в каких-то там файлах. Говорят о том, что вот эта реорганизация была вызвана атакой на сеть для того, чтобы информация, которая находится в этих файлах Макафи, не стала публичной и доступной. Вот. Но я так понимаю, что нихуя у них не получилось, у тех, кто пытался это все, значит, мероприятие устроить. И некоторые файлы начали потихонечку выплывать наружу, значит, на свет. Гагарин Шоу. Укравший 611 миллионов долларов в криптовалюте хакер вернул часть похищенного. Создатели протокола Poly Network получили ключ от кошелька, на котором хранятся оставшиеся 100, мать его, 41 миллион долларов из украденных средств, включая 33 в стейблкоинах USDT. После того, как их упороли, они через несколько дней написали о том, что они зовут его на должность главного советника по безопасности. У него просто 611 миллионов, и они ему такие... Он вернул 140. Приходи к нам на работу, 1800 в месяц. Долларов. Полный пансион. Страховка. Да, нормально. Смотри. Раз в год будешь в Бердянске летом Чай, отдыхать. кофе, опять же, все твое, Вода братик. из кулера. Зеленые яблоки растут. А он говорит, а я могу себе. на горке с 16 этажа на 14 бассейн? Я говорю, Можешь, нет. И с он 16 такой, на 1 за такие Отказать. бабки. Гагарин Шоу. Есть еще одна новость. Эрмитаж объявил об отсрочке начала продаж собственных NFT-токенов на неизвестный срок. Помнишь, мы читали в одном из предыдущих выпусков, что они собираются делать свои NFT-токены? Я больше того тебе скажу, я видел их уже в продаже на Binance. Так Какого- они, знаешь, что они сказали? Что они Официальная причина — технические неполадки. Ходят слухи, что корнем проблемы стало интервью Дональда Трампа для Fox Business. Как ты 4 строчки читаешь, как будто целых 6 абзацев? Я тоже не понимаю, может там 6 абзацев? Столько инфы, блядь, муха. Еще раз последнее. Что стало корнем? Андрюха 32-битный, ему нужно просто быстро... Повтори еще 32 раз. года, 32 бита. Но ходят слухи, что это неполадки, почему они не запускают свои NFT-токены. Корнем проблемы, корнем, да, ну не таким большим, Это давай, не яйцо ты хвастайся. показал. Это яйцо. Корень вот так. Корень вот так. Это Так летом, яйцо. подожди, это летом, зимой чуть-чуть. Вот, корнем проблемы стало интервью Дональда Трампа для Fox Business. Я не понимаю, в чем суть, что он там ляпнул для Fox Я Business. думаю, что они чуть-чуть не домыли денег. Чуть-чуть не домыли. Гагарин Шоу. Британский школьник заработал около 350 тысяч Что долларов за на NFT с пиксельными китами. 12-летний житель Лондона Ахмед. Почему все шло нормально? Глеб, пожалуйста. Ну что, ну моих трое Ахмед. против меня. Ахмед. Подожди, Ахмед. ты представь, Ахмед, ты как будто сейчас взорвал эту школу, в которой он учился. Ахмед, это нормальное имя. Хорошо, Ну, 12-летний, Ахмед. 12-летний Ахмед. Ты единственный бородатый здесь. Прочитай, Этот сраный Ахмед. расист не работает в нашей компании. Так, я прочитал его имя правильно. Ахмед. Да, но ты прочитал его. Но ты Ахмед прочитал это- его, он обидится. как будто у него пояс смерти. Ладно, все, Давай. тихо. Ахмедик. Тихо. 12-летний Ахмед. Глеб, остановись. Короче, извините, пожалуйста, слово Ахмед. 12-летний мальчик. Мальчик, Я по помогу. имени Ахмед. Ладно, 12-летний житель Лондона Ахмед. создал 3350 NFT в стиле CryptoPunks и продал их за 9 часов. Офигеть. Сколько он заработал, бабок? 350 350. голов долларов. На самом деле, я считаю, что это все чистая чушь. Чистый чес. Если вы не знали, то со многими лотами может быть такая ситуация, в которой они продаются самому себе. То есть покупателем является Как такой своего Тина рода- Кароль? Да. Тина, блядь, ну, Тина, это мы вынесем в анонс, как сказал бы Черняк. я ж за вот такие покупал, ну ты чего? Но. Ну, хайп такой, типа, даже 12-летний пиздюк может продать на 350. Где ты там, блядь, до сих пор ходишь? Блин, ну знаешь, заморочиться можно, правда. Я сам хотел купить свою коллекцию. Блин, ну жаба давит. Отдай 10% платформе, 10% Ну да. покупателю. Да, по-любому ж Заплати платформе за ты газ. по-любому. Ну смотри, ну представь себе, ты OpenSea. Да. Ты должен малолеткам... Я опять не знаю, что Смотри, это. OpenSea — это marketplace с NFT самый крупный. Там, где Я вот там эти не все... сижу, не. Там, где Ape, обезьяны. вот эти. Не-не-не, я не там. Ну, это самый крупный Да, marketplace. окей. То есть это самая крупная платформа на следующий день, OpenSea.
И вот представь себе такую штуку, ты, получается, OpenSea, и ты вместо рекламы какой-то странной, вместо контекста, вместо еще чего-либо, ты просто запускаешь такую хайповую движуху, в которой 12-летний молокосос может заработать 350 путем создания там какого-то количества лотов. И все, и ты взрываешь, тебе, да. и ты взрываешь. Прикинь, ты одновременно включаешь всех 12-летних на идею о том, что 350, завтра ты посылаешь нахуй своих родителей, в 13 ты уже трахаешь самую дорогую проститутку на Манхэттене, в 14 ты трахаешь ту же проститутку в уракане турбированном, в 15 тебя садят в тюрьму, в 16 ты выходишь, продолжаешь трахать эту же проститутку, говоришь, она тебя ждет. 18 Я в 32 это хочу. Ну, это самое Смотри, лучшее. согласен, классная реклама, да. Но я говорю про то, что сам себе. То есть малой из Лондона бы сам себе бы этого не Нет, сделал. малой с Лондона Да, это как просто актер. маркетинг-ход Да, идеально. это Не, он говорит, а мне всего лишь машинку купили пластмассовую. Где мои А сказали 350 тысяч? 350 тысяч. Вова, то есть ты считаешь, что NFT это не лотерея, а скорее холодный расчет? Я считаю, что базис технологии — это то, зачем стоит будущее. Гагарин Шоу. Я не знаю, читать это или нет. Снимался в клипах Николая Баскова и Бориса Моисеева, который предложил пойти с ним в номера за Мерседес. 221, но не в номера. Он предложил поехать с ним в Москву. Даже НТВ снимала про это какую-то Борис передачу. Моисеев. Короче, у меня отец вот гомофоб до костного мозга. Так. Вот прям 100/100. А тут говорит, блин, ну снимался, так горжусь тобой. Я такой, что? Так, У меня- итак, как это было? 15 голых мужчин собрались в павильоне, чтобы их снял один гей в клипе другого гея. Трясти твои маты. Да, и правда, вот знаете, из всего шоу-бизнеса... Вы были сука, полностью вот- голые? Не, в трусах. Короче, я толерантен. Ты уже сказал, делайте кто хотите, что хотите. Но, сука, большего пидаса, чем Моисеев, я в жизни не встречал. Он именно пид или гей? Не, он гей, но как человек и пидас, да. Ага, понял. Поэтому, типа, вот к геям Гей-пид вообще это вообще претензий какой-то нет. double damage. А именно, когда ты пидас, это уже прям проблема. Вот Да. именно хамло. И да, действительно, предложил... Мне впервые в 2008 году предложили, типа, за потрахаться тачку. Я говорю, Сколько тебе лет было? 19. Это прям в ресторане там, где Я не могу работал. понять просто, Чувак где или тебя женщина? носило, что тебе предлагали потрахаться? Да по ресторанам, по ресторанам. в ресторане. Долина, вот это все. Все правильно, да. А как вообще происходит? Ты приносишь салат, и тебе говорят... А принесете? Не-не-не, у меня есть одна информация. Блядь. Да говори, говори. Ой! Любая, смотри. Любая Нет, инфа. Бро, я листал твой Инстаграм. Так. Я, короче, листаю и наблюдаю на твою новость о том, значит, от определенных событий в твоей жизни, о том, что ты разводишься. Этот пост выходит 20 марта Да. 20-го года. 2020 года. Не-не, пост 21-го. Я развелся в 21-м. А, ты в 21 году Ну развелся? тогда все, тогда Тогда история всё, пала. информация не Тогда актуальна. история пала. А я конечно. прикинь, листаю... женат на ней в тот же момент. Не-не-не, сейчас Не-не-не. смотри. Я листаю твой Инстаграм и понимаю, что типа пост типа 20 марта, а я понимаю, что рынки упали 13 марта. И я Когда? думаю, ебать, у тебя трейд неудачный. Кстати, действительно, Я вынужден признать, что мы Прикинь. разводимся. самое интересное, что Прикинь, моя пап просто смотрит бывшая жена пониже. действительно очень сильно интересовалась криптой. И я ей говорю, смотри, сейчас будет падать. Если хочешь что-то инвестировать, сейчас самый идеальный момент для этого. Он Ты же не падает- говоришь, если ты хочешь инвестировать, Да, смотри, объясню. наши бабки. Нет, свои, Завтра свои. мы пойдем. Свои, А у нее были да. свои бабки, у тебя Все свои. твои. Все Есть свои, мои. есть мои, деньги. есть общие. Вместе. Так вот, я говорю, смотри, сегодня будет ночью до 6 падать. А можешь ты, пожалуйста, брат, Подожди, еще, сегодня ночью быстренький были- экскурс, как сделать так, чтобы в семье были его деньги, ее деньги и общие? Это как? Нет, Семейный смотри, бюджет. все твои деньги общие, все ее — это ее. Это Знаешь, когда жена... Глеб, когда жена берет тебя за твои деньги и выбирает вместе с тобой тебе подарок. В зале есть Ника? Ника спорта, она ребят, преподает ну мне- для женской аудитории, мне реально- как сделать так, чтобы 99,9% денег мужа были ее. Оставались у нее. Глубокий минет, мне кажется, это один урок, да, всего? Короче, не суть, я говорю, покупай Я сегодня. Вот нашел настоящие $100. Андрюха, давай. не думаю. Покупай Ну-ну. сегодня. Она говорит, если упадет до 3, куплю. Я говорю, давай поставим лимитку
купим. Так. Не захотела. И вы развелись. Да нет, через год. И самое интересное... Она целый год ебала его мозги, ему Я это сидел, Подожди, ну до лимиткой. 3 она ж не упала. Ну до 3 не 300, падала. 300. Понятное дело, что там никому не дали зайти. Но оно не упало, она и не купила. В феврале я говорю, купи на косарь доги. Я говорю, хуйня хуйней, но стрельнет. Выросла как. Но она не купила. И ты понял, это первый звоночек. Не, я просто купил. Окей. Да нет, блядь, хуйня. Это вообще не актуально. Мне, правда, вот по поводу общих денег и семейных и бюджета, мне очень нравится, когда мы с женой идем выбирать подарок мне за мои деньги, но она выбирать подарок со мной. И она говорит, мы тебе за твои деньги Так купим ты подкаблучник. подарок. Она Так ты знает, что тебе подкаблучник. лучше подарить просто. Я тебе скажу больше. Она мне недавно сказала, смотри, у нас в семье все поровну. Ты покупаешь нам дом, а я в нем живу. У меня к тебе вопрос, блядь. А что это за хуйня у тебя каждое утро в Так. посте? Сегодня будет хороший день. Офигенный. Это ты кого Офигенный. уговариваешь или не уговариваешь? Офигенный день. Жек? Нет. А что? Сегодня лифт будет работать? Типа, Нет, что? сегодня Что это за будет промо-акция? офигенный день. Давай. Хоть сегодня. Блядь, я постоянно не вижу чьи-то головы возле твоей ширинки. Я вижу круассаны, блядь, сок какой-то, блядь. Лифт, блядь. Здоровый образ жизни. И снова про погоду. Так. Не, я на самом деле радуюсь за тебя. У меня даже день лучше становится, когда я читаю. Вот видишь? Да, Значит, это работает. это такая, да. Я и Вазелин. Так, хорошо. Блядь, что за факт был? Я даже прослушал. Я его зелень. Что, блядь, что тебе Боря Моисеев за Мерседес предлагал да, пожить в отказался. номерах? И не жалею. У меня есть кореш, короче, ему сейчас Который согласился. 31, ему все время предлагали. Не, он отказывался. А недавно Мой говорит- близкий. А недавно говорит... Чейн. До сих пор выкатываем этот С-63, блядь, уже сносу ему Ну и нет. что? А Есть недавно кореш? говорит, блядь, сука, хуй отказывался. А ну надо прошерстить ВКонтакте, где они там писали мне. 5 лет назад, привет, ты спишь? Есть еще? Нет. А там внизу ответ. Итак, это Глеб должен был сказать эту шутку. Так, а Итак, есть? сколько за час дашь? 300. Я думал, опять факт. Молодец! Я думал, факт про меня опять. Я опять про тебя факт. В 2015 году наш гость начал собирать свои фермы. Да. И промайнил 4 года. Затем он их продал, Пиздец, не писал указав, 4. что это вид деятельности, который перестал быть прибыльным. Майнил до 18-го, в 19-м продал. Заеб были, не мог выставить на OLX. Не, ну серьезно, то есть Да. ты указал, что этот вид деятельности перестал быть прибыльным? Да, в 19-м году, да. А сколько у тебя было ферм? Не, ну я объясню, это маленькое было, там чуть ли не в гараже. Когда я начал это делать, это было прибыльно, потому что, ну, прям эфир майнился супер круто. Он тогда был по 15, по 20 долларов вот в этот промежуток. Я правильно Электричество- понимаю, что про сроки окупаемости, возврат инвестиций и... Это я знаю. Здесь можно спрашивать? Это мне близко было, да. Я просчитал, что я верну свои деньги с учетом затрат и того, что я делился с партнером, который это все Возврат пришивал. инвестиций? Да. Я просчитал, что будет за 6-10 месяцев. Это быстро. Это произошло гораздо быстрее. Но я в тот же момент купил в 10 раз меньше в долларовом эквиваленте эфира, и он за промежуток 2 лет дал там где-то их 14. Я покупал по 20, потом докупил по 40. То есть моя первая... Ты намайнил эфир и потом на нем сделал X или что Нет, ты сделал? смотри, я купил чуть-чуть эфира на $800, примерно 40 эфира. Так. Потом докупил, когда он был по 40, совсем чуть-чуть. То есть я увидел в этом смысл просто. А майнил я тот же самый эфир и не трогал его, потому что я его отдавал в трейдинг своему партнеру. И когда там в 2017 году я зафиксировал эфир по 1000... 0.1К тебе долларов. трейдил? Не, к Сереге нет претензий похуй вообще. Зафиксировал эфир по косарю, я понял, что это гораздо прибыльнее, чем майнинг, потому что майнинг я тоже намайнил, зафиксировал, отдал в Ты трейдинг. понял, что у тебя там железки, хуески, Да, возвраты и мороки так далее. много было. Проще работать деньги в деньги. Да, и я еще, кстати, когда дом продавал в 2019 году, я оставил чуваку еще какие-то фермы там в гараже. Может, даже Так сих ты пор ж лежат. купил дом. И продал. И продал. На этом я тоже сделал бабки. Рассказать как? Извини, а сейчас ты где живешь? В квартире. И после Мне того просто жена говорила, как и тебе, бывшая, типа, давай ты купишь дом, будем там жить. Я купил, мы там Я не жили. оставил все предыдущий. Купил, нихуя не жили, но мы еще не были женаты. А. Нихуя не жили, я такой, нахуй мне дом, типа, продал.
И типа вот как бы... И купил квартиру или не купил? За вырученные Сперва деньги. 2, потом еще одну, проебал бабки. Ну, 20-й год подоил нормально сильно. Но вся недвижка всегда только в плюс. Подоил или подарил? Подоил. Подоил, это Смотри, разобрал. по линейному бизнесу подоил очень сильно. Линейный в моем мировоззрении это только ликер, может быть. Линейный ликер? Это как, я не знаю. Ну ты же работал официантом, ты не Ну, знаешь? блядь, я тебе что? Я людям Triple говорил, что sec. у вас на гарнир Triple будет sec. пюре, а там Ну, вот кукуруза. вот смотри, я работал официантом тоже и барменом. Я знаю, что Чё такое себе? линейный. Сейчас Я знаю, что такое слеснулся. А линейный. давайте, кто лучше нас обслужит. Я знаю, что такое... Я Я вообще знаю. кальян заказывал. Хорошо, я не знаю, что такое линейный, я же не барменом был. Гагарин Шоу. Не так давно Я не видел. Андрей провел 2 бесплатных. Вот, я видел, кстати. 2 В инсте твоей видел. бесплатных. Бесплатных. Бесплатный! Без оплаты. То есть безвозмездно. Безвозмездно. шару. Ничего с этого не возымев. Нулевой кэш. Никакого кэшбэка. Никакого кэшбэка и возврата. Ладно, давай говорить уже правильно, я даже потратился на эти Он вебинары. даже потратился. Не так давно Андрей провел 2 убыточных бесплатных вебинара Нет, это о уже неправильно. финансовой грамотности. Андрей не делает ничего в убыток. Не так давно Андрей провел 2 бесплатных убыточных вебинара, но он никогда ничего не делает в убыток о финансовой грамотности, инвестициях и криптовалюте. Что ты серьезно Так, еще бесплатно раз. провел Бесплатно, но потратился, то есть инвестировал. 2? То есть ты провел 2... Давай так. Давай. Ты провел 2 Бесплатно, но вебинара понравился, то есть инвестировал. по финансовой грамотности. Ты провел Да. их бесплатно, да? Да. А то почему есть я не именно брал с бесплатно? людей, допустим, там 15 или $1. А почему? Ты можешь людям открыто в камеру сказать, на 15 чем ты или будешь 1 монетизировать? Чтобы Да, они не думали, то что есть ты на чем- чтобы где они не бабки? думали, что ты впервые в жизни сделал убыточную сделку. Смотри, нет, подожди. Как мы на них Подожди. заработаем, Знаешь, Андрюх? вот такое Подожди, ощущение, стой. что Да ты я похож- объясню. Ты сейчас Дай ему объяснить, Вова! Да Дай дайте ему сказать! У меня только моя чашка, я же ее разобью, второй нет. Давай, Андрюха. Все. Или не это? Я несу. Бабки. Смотри дальше. А давай так с телефоном твоим. Можешь. Лицо, пить из рук. лицо на чашке разбил, это плохая примета. Я не верю в приметы. Короче, слушай, есть понимание, бесплатно не взять с людей, но проинвестировать в оборудование, в платформу, все остальное. Проинвестировал деньги. Так. Это не в убыток. Монетизация вебинара происходит с продаж курса. Монетизация вебинара происходит с благодарности людей, которые потом приходят и говорят: ебать, инфа классная, я хочу дать тебе деньги, торгуй этими деньгами. Забери половину моего дохода. То есть чувак бесплатно То есть прошел задача, курс. смотри, задача получается с бесплатного вебинара привлечь деньги в доверительное управление. Естественно. Смотри, задача бесплатного вебинара — показать людям, на чем можно зарабатывать деньги. Ну Вот, и допустим, вот впоследствии- есть ну, нет, подожди. бесплатный телеграм-канал. Смотри, ну показывание же не дает тебе потом возврата. То есть, Мне? соответственно, ты даешь бесплатный вебинар, люди смотрят, говорят: Андрюха крутой тип. Да. Я хочу дать ему 100 тысяч. Да. Это То твоя есть монетизация вот это впоследствии, есть. ну правильно же? Да? Смотри, монетизация вебинара в этом, да. Да, ну все, Ага. зафиксировали. Но, смотри, когда у тебя 12 тысяч человек на вебинаре сидит, Из них максимум 2-3% конверсии. Вебинар. когда это происходит, Вот я не ТБ. смотрю на конверсию. Мне это все равно, мне главное дать информацию. Мы сидим и на вебинаре говорим: покупай BNB по 117, потому что завтра он будет дохуя. Я сижу прямо сам на вебинаре, покупаю, мне все равно покупают и люди. И на утро он 400. Вот в этом ценность. Да. И когда люди видят, что это можно зарабатывать, а они еще вчера не умели, они придут и, конечно же, захотят. За образование все платили? У Здесь меня, все бюджет. вопрос, Конечно. у меня тогда вопрос к тебе такой. Прикольно. Почему ты не продаешь вебинар за деньги, а ждешь монетизацию в виде возврата людей, которые вложатся в доверительное управление? То есть с точки зрения коммерции, получается, продать бесплатно и получить доверительное управление экономически выгоднее, нежели получить прямое поступление от продажи вебинара. А почему одно должно отменять другое? Ну, потому что если ты даешь несколько подряд бесплатных вебинаров, ты бизнесмен, и твоя цель, как ты в начале передачи сказал, заработать деньги. Да. Ты не работаешь в убыток и зарабатываешь. То есть ты вряд ли будешь тратить время бесплатно. Правильно. Ты показываешь им на сцене, что нужно купить BNB, тоже не бесплатно. Вот я и говорю, что получается, а у тебя хорошо получается продавать в онлайне и коммуницировать с публикой. Получается, что продать вебинар
менее выгодно, чем дать вебинар бесплатно и получить возврат через людей доверительного управления? Неправильно. Почему нет? Продать вебинар всегда выгодно. Выгодно создать что-то, какой-то продукт, за скачивание $1 получить. Тогда, соответственно, параллельный вопрос тебе. То есть, получается, из бесплатного вебинара не может быть такой конверсии, что к тебе придет такое количество людей в доверительное управление, которое будет выгоднее, нежели чем ты продашь вебинар за деньги. То есть, образно, смотри, у нас 15 тысяч человек в вебинаре. Каждый заплатил, допустим, $10. 1 гривну. Это интересно. Ну, давай так. Ну, согласись, это уже просто, быть ублюдком. Типа, нет, подожди, бесплатно. нет, это образная цифра, просто чтобы мы не заебались. 15 тысяч гривен, да. 15 тысяч гривен. Но эти же 15 тысяч чуваков, которые придут на бесплатный вебинар, допустим, чисто гипотетически, могут дать тебе в управление, например, 1,5 миллиона гривен. К примеру, хорошо. К примеру. Так вот, отсюда вопрос. Выгоднее продать бесплатный вебинар и получить доверительное управление, капитал, который ты потом будешь торговать 50 на 50 профит, либо же продать его за 1 гривну. Выгоднее сделать и то, и другое. Внимание, черный Потому что ящик. человек, который заплатил за информацию, он уже ее ценит. Это выгоднее. То есть ты Правильно. потом можешь монетизировать в доверительное управление даже тех типов, которым ты продал вебинар. Если я буду продавать вебинар, да. Смотри, Понял. 100%. Знаешь почему? Потому что жадность. Потому что он уже вложил деньги. Нет, если мы говорим... МММ такой получается. Нет, смотри, МММ это совсем другое. Вот прям абсолютно другое. Не с точки зрения того, что ты даешь, а с точки зрения того, как себя человек ведет. Как себя человек ведет, да, он видит, Он что уже можно вошел в игру, зарабатывать. в азарт. А теперь самое интересное, когда ты человеку даешь возможность заработать прямо сейчас, и говоришь, вот купи вот это. Мы на каждом вебинаре даем советы людям, что можно сделать. Или, допустим, бесплатный телеграм-канал. Бесплатный. Мы говорим человеку, когда зайти, а когда зафиксироваться. Не сигналами, в плане мне Ты же не говорил, надо... что или ты говорил, что ты не даешь совета? Я не даю рекомендаций, да. Смотри, Кстати, Это не рекомендация, это просто они показывают, как они торгуют, Смотри, да. а люди просто повторяют то, как они торгуют. да, и зарабатывают большие Это не деньги. рекомендация. Это не Кстати, рекомендация. Вов, Андрей, если мы уже заговорили про телеграм-канал, можно ли я процитирую Можно, некоторые... но перед этим у меня есть Можно один я- вопрос для Андрея. Вова, Да. можешь помолчать, пожалуйста, родной? Одну секунду. Конечно не могу, блядь. Ты мне хоть раз бы премию выплатил, за которую я уже 5-й выпуск говорю. Может, я бы и промолчал. Кусок сырого мяса тебе в угол, сука. Приходи на вебинар, не будешь просить премию. Осознал. Можешь смонтировать меня полным пи***асом в этом выпуске. Будешь ее... Ты можешь, конечно же, бесконечно ходить на вебинар, но только лишь на Гагарин шоу ты нашел свою пусси. Гагарин Шоу. Что ты хочешь сказать, голос выше? Что? Что Да. для Андрея Трушковского самое ценное? Любовь. К деньгам. Нет, абсолютно. Не меркантильная, не измеряется ни в чем. Любовь отца к ребенку, любовь отца... В таком Майкла случае, как Джексона к Андрей детям. Трушковский понимает любовь? Как я ее понимаю или как я ее чувствую? Внимание, Чувствуешь, понимаешь, как Если я угодно. готов ради человека на абсолютно все, отказаться от всего, что угодно сделать, отдать не 1 почку, а 2 почки. 3. Если я Хорошо. просыпаюсь с мыслью о чем... Еще один вопрос. Давай. В чем вы видите любовь? Перебивать в этот раз будешь? Не буду. Тогда не буду язвить. В чем я вижу любовь? В детях. Я считаю, что когда женщина может родить не ради цели, а ради любви, то это и есть истинная любовь. И дальше уже любовь будет и отца к ребенку, и матери к ребенку. Это не значит, что должна быть матери к отцу любовь. Любовь, самый ее пик, это ребенок. И последний вопрос. Видишь ли ты любовь в искреннем подарке для гостя Гагарин Шоу? От чистого сердца, который был сделан нашими сотрудниками и который ты разбила пол. Смотри, Наверное. в момент, когда я сказал кружку разбить, разбил. и Вова сказал ебашь, я подумал ебашь кружку. Следовательно, я вижу любовь и я ценю все, что мне дают, абсолютно. Все. Это было полное обесценивание. А теперь Нет, мы неправда, будем это в продолжать. твоей парадигме, это в твоей жизни я обесценил. Тебя это задело, понимаешь? А это был мой подарок, я его хоть в сраку могу сунуть. Если ты настолько ценишь наш подарок, чтобы засовывать его себе в жопу, тогда полностью с тобой согласен.
Ну а почему? Я так попал в шоу-бизнес. Он, между прочим, обезврежен алкоголем. По поводу любви и детей ты сказал, что дети — это последняя... Можешь повторить, пожалуйста? Да, я считаю, что это вот как бы максимальная точка любви, когда... А у тебя есть дети, Андрей? Нет детей, к сожалению. Вот я тебе скажу такую штуку. У меня 2 детей, 2 дочерей. Я тебе скажу, что дети — это далеко не последнее. Да. А что для тебя последняя точка? Что для меня последняя точка? Да, ну ты испытал мне и сложно детей. говорить о последней Да. точке, потому что у меня не было еще последней точки. Ну что для тебя более 80 лет важно в любви, спросишь. чем дети? Моя жена. Только потому, что она дала тебе любовь, тепло, ласку, она будет с тобой до конца? Нет, По потому какой что причине? в моем мироздании на сегодняшний день она мое начало и конец. А дети — это производная нашей любви, Да, которую мы безумно любим вдвоем и ценим и уважаем. Но на первом месте все равно... Но она, конечно, я буду проходить с ней путь до конца. А дети — это наша частичка, но они не могут быть апогеем любви, потому что любовь началась до детей, и она не может на детях закончиться. Для тебя? Вообще, в принципе... смотри. Нет, подожди. Есть понятие для тебя, есть понятие для меня. И спор, конфликт происходит, когда ты не принимаешь мое. Я твое принимаю. Я точно так же люблю женщину. Не-не-не, Полностью я смотри, всю. начнем с того, что я с тобой не спорю, это раз. Да. Во-вторых, нам с тобой сложно спорить о том, где ты вообще не сведущ. Ну, согласен? По какой причине? По причине того, что ты этого еще не ощущал. Ты про детей? Ну, конечно. Так я с этого начал. Ну вот. Поэтому я с тобой точно не спорю. Я с тобой как с другом, с товарищем и Я гостем поэтому и спросил, для тебя или делюсь. для меня? Ты говоришь априори для всех. Априори, потому что... Ты прав. Не, смотри, априори... Почему я применил прав. слово априори? Знаешь почему? Да. Почему? Потому что... Классное слово. Почему? Потому что это просто логично. Не для да. меня. Я же не сказал, Ты это прав. для меня. Мой путь начался не с детей. Да, все И правильно. не детьми закончится. Все Понимаешь? правильно, все правильно. Ты прав. Как человек, у которого 2 детей, я могу подтвердить, что как папа я люблю детей не одинаково. Ты понимаешь, с одной стороны у меня есть принцесса, которая тебе фенечки плетет, там ногти накрашивает. С другой стороны 3-летний Олег, который, сука, ни разу домой не приходил без какашки на сандаликах. Ни разу. Понимаешь? Она играется с тобой какими-то куклами Барби, еще что-то делает. Целует с тебя другой- в щечки. А я тебе отвечаю, ты король для нее, она принцесса. Да. А с другой стороны, малой, который дико ржет, когда играется пипиской в ванной, понимаешь? Да, но потом же Олег, раз он говно носил раньше, значит, он потом бабло будет нести. Да не, слушай, давай так. Тут говно, тут потом если бабло. ты думаешь, что я люблю, то есть я сына не люблю, это неправда, потому что он родился в Канаде, и у него канадское гражданство, и Вот. каждый месяц... Он от уже гос- зарабатывает, от понимаешь? от канадского правительства он получает $600 материальной помощи. То чисто технически на карантине меня прокормил 3-летний Олег. ты Понимаешь? понимаешь? Вот 400 баксов. Чисто технически. Это не технически, а экономически Не, он тебя я тебе прокормил. отвечаю. Просто моя дочка, ей сейчас 8 лет, Эмилия, она очень долго привыкала к канадскому... Коллегу. Тем более, что его зовут... Иностранцу в тем более- семье. Не, он когда узнал, что он канадец, он даже свысока начал смотреть на других членов семьи. Ну, типа, вы Потому что просто член только у чернь. тебя был. Короче, когда Эмилия пошла в детский сад, ей было там 5 лет, и она единственная, кто не знала английского языка в группе, это правда, это точная правда. Я пришел к воспитательнице, говорю, слушайте, она как-то, начнет говорить на английском, она говорит, вообще не вопрос, через неделю она заговорит на английском. Она заговорила на английском, но никто не предупреждал, что это будет страшный русский акцент. То есть это как фильм, американский фильм, но не этот дорогой блокбастер, а фильм со Шварценеггером, который на Красной площади. И вот эти, понял, типа американские боеголовки русские едут, короче, на Красной площади. И она такая, то есть и из-за этого, из-за русского акцента, с ней вообще никто не разговаривал в группе. И она ни с кем не игралась на детской площадке. Я приходил к ней на плейграунд, это называется. Я приходил, она такая в розовом платье, вся такая принцесса, Эмилия 5 лет, и она такая, this is my toy. I'm not gonna repeat this twice. Вот так она говорит. Now this is my turn to go down the slide. Вот так она говорит. I'm gonna push this button and your fucking school is gonna explode. Вот так она говорила. Гагарин Шоу. Короче, по Что по поводу фактам? телеграм-канала. Оказывается, у Андрея Трушковского есть телеграм-канал, который называется True Stories. Да. Опа-на. И небольшая
цитата Зарисовка. с телеграм-канала. И это не реклама. Андрей нам не платил ни копейки. Мы просто Не-не, правда, это рассказываем выдержка. о его творческой и, значит, о его взгляде на эмоцию. Это то, чем я горжусь больше всего. Это из всего, что эмоция, я правильно делал. же, Андрюха? Нет, это не эмоция, это чувство. Это чувство, да? Да. Ты как Я вполне творческий вероятно человек, понимаю, да? что ты сейчас напишешь. Да, Но я я прочел, мне показалось, что это эмоция, то есть это что-то такое моментальное было. Ну, я всегда пишу, вот если сейчас у меня будет желание, я сяду, напишу. Длинный текст, не исправляя ничего, просто написал, отослал. Ты романтик, получается. Итак, Андрей. Давай, сгорается посвятим терпение. в творчество Андрюхи. Она сразу поняла, что надо продолжать, и, взяв его член в правую руку, прогнулась в пояснице и согнулась вперед, не отрывая таза от его головы. В такой позе она могла с легкостью дотянуться до его члена губами, но почему-то предпочла держать его в руке и наслаждаться его видом. В таком положении его язык мог проникать в нее глубже, чем при каких-либо других позах. Она, не отрывая рук от его члена, продолжала двигать рукой вверх и вниз, извиваясь над его лицом. В какой-то момент ей показалось, что вот-вот он кончит. Но этого просто нельзя было допустить, Глеб. Она хотела его внутрь себя. А если она чего-то хотела, то обязательно это получала. Давай дальше. Это тоже бесплатно можно читать. Это вообще бесплатно. единственный сексуальный текст в моем телеграм-канале, да. Он 2 года лежал в заметках, и буквально недавно я его опубликовал. То есть это твой телеграм-канал, на Да. котором ты публикуешь свои мысли, эмоции, чувства. Да. И вот это та история. Насколько это находит отклик у твоей аудитории? 100 из 100. Охренеть. Да. То есть это прям очень мега популярно. А кто твоя аудитория в Телеграме? Кто они? Я не знаю. Турки? Я не отслеживаю. А может быть, Нет, у ты этого... говоришь, находит отклик 100 из 100. Это Да, как? просто смотри, объясню, как строится диалог. Да. Ты спрашиваешь, кто твоя аудитория в Да. Телеграме? Я говорю, я не знаю. Так. Если бы ты спросил, где находит отклик, или у какой аудитории находит отклик, это другой вопрос. Ну да. Это находит у аудитории в Инстаграм, где есть понимание, ты нажимаешь То есть ты инсайт, четко, да, аудитория, смотришь. и ты понимаешь, кто. В основном это девушки 24+. Почему не 25, именно 24? Там такая градация. В Инстаграм градация, да, такая. 24 плюс? Да. Так вот, в основном им заходит фактор 30-летним позитивный, плюс, понял. там, замужним или разведенным матерям или нет. То есть у меня даже есть, по сути дела, книга, которая состоит просто из моих рассказов. Я думаю, Ты что это написал книгу? У тебя Нет, есть давай книга, так. и ты молчал весь Давай вечер. так. Ты нормальный человек. Мне распечатали мои телеграм-текста с теми картинками, которые и ты там собрали видел. компиляцию такую, да? Но И- это и все составили книга, книгу, да? полноценная книга, да, которую отредактировали, исправили ошибки. На фабрике Фрунзе у нас очень хорошие подвязы, если что, поэтому если решишь... Я бы напечатал, правда. Если ты решишь Сумасшедший это спрос. превратить во что-то. Чтобы вы понимали, для меня телеграм-канал True Stories это действительно самое-самое ценное из всего, что я делаю. То есть Ну ты, ладно. ты Почему? гордишься Потому тем, что это ты частичка тебя? делаешь. Смотри, это круто. частичка меня, и я думаю, что это сможет понять больше женщина, чем мужчина, потому что я пишу это для женщин. Для Ну, женщины, разведенки, да. брошенки вот эти вот. Нет, неправда, честно. Ради эксперимента вот 3-4 текста жене. И спроси у нее мнение, не привязываясь к персоне. Ага. Вот просто ты даешь прочитать и не говоришь свое. Как тебе текст этого пидораса? Ну, это, кстати, очень крутая история. Почему? Потому что откровенного мнения мужчины на тот или иной счет про отношения, про женщину, про Очень место мало в мужчины обществе. очень мало в обществе, потому что большинство социальных сетей, в том числе и Инстаграм, это женские соцсети. То есть Подожди, я женщина понимаю, что там- такой пост один, то есть это просто... Именно порнуха, смотри, именно порнуха один пост. почему Там один? жесть с жестью дальше. А То есть, почему? у меня просто до А, там конца. есть еще жестче? вот, Подожди-ка. ты что, это один из самых Подожди-ка. длинных постов. Это именно порнуха в тексте. Вот этот был. Она Да, была да. влажная от его Танец, там языка еще и от дальше. всех ее внутренних процессов, которые разбудили ее пару минут назад. Аккуратно придерживая член в руках, она наклонилась лицом к его лицу, не открывая своего взгляда, сказала: «Михаил Михайлович Поплавский, я хочу в университет». Так, хорошо, дальше. Короче, не, просто, ну, я сейчас, это шутка была, но на самом деле прям длинный текст. И после этого «это конец!» Не останавливаясь, подумал он.
«Я сейчас кончу», прошептал он ей на ухо. «Кончай», сказала она. Она молча лежала на животе, а он лежал на ней, поглаживая волосы и целуя плечи. «Я люблю тебя», тихо прозвучало в комнате. «Я люблю тебя», White Beat. И видео. И видео. Да. Андрюша. Если ты листал мой инстаграм, я начал делать контент в виде Это круто. читать эти текста заново с подачей, чтобы люди могли прослушать. И Как видео делал, да? да, да. То есть я чувствую, что у меня есть определенный вклад в эту страну у людей, чтобы они понимали, что можно не работать постоянно, там, допустим, с 8 до 8 вечера. Нужно работать, но можно и по-другому зарабатывать деньги. И отдельный вклад — это мое мировоззрение на семью, на ценности. У меня отец с мамой более 42 лет вместе. Да ты что, Один круто. мужчина, одна женщина. Их даже приглашали в Верховную Раду на то, чтобы они были именно семья года и все остальное. Сказали, нам это не надо. Это максимально бедные люди, которые еле сводят уже концы ж не с концами. бедные. Смотри, объясню. Они до сих пор бедные. Я им даю все, что я могу. Квартиры, машины, то есть какие-то удобства другие. Но это люди, которые не хотят съезжать со старой, такой, знаешь, именно душевной дачи, потому что они там друг друга любят. Да. И эти люди меня У меня точно воспитали. такие же Именно родители. поэтому, когда я вижу, что отец действительно Они бедные, отдаст... они богатые. Смотри, я говорю про материальную сторону, а про моральную, про душевную, про любовную — это самые богатые люди из всех, кого я знал. И когда я каждый день видел эту любовь, это во мне воспитало какое-то отношение к женщине. Гагарин Шоу. Слушай, а тогда вопрос у тебя. Ты говоришь, у тебя такая прозвучала реплика, сейчас очень интересная, то, что я делаю для Украины. А что ты еще делаешь для Украины? Вообще, в целом? Да, вот. Да, твоя миссия. Да, вот, это например, Смотри, это миссии у меня важный нет. вопрос. Миссии, я не считаю, что у человека есть миссия. Не, миссия — это все такое. Баловство, смотри, вот осязаемые какие-то штуки, которые ты делаешь для Украины. Вот я, например, ежемесячно помогаю онкобольным детям. Приблизительно. Это, кстати, очень круто в 50-100 Инстаграме. человек. Это правда, потому что когда я приехал, я подписался на Вову, я подписался на Глеба, и я же не знал, но... Закрой рот. И я прям увидел, что из всех сторис, потому что, знаешь, ну, как любой блогер, он там, мое утро, моя работа, там что... И там я увидел одну сторис в день, и каждый день это была одна сторис помощи разным детям. И я прям охренел. Можно, прежде чем ты продолжишь, я спрошу? Да. Были ли у тебя случаи, когда ты помогал кому-то и понял, что, боже, как у людей, которые собирают деньги, поворачиваются руки, рот, да что угодно на то, чтобы брать деньги на уже мертвого ребенка? Во-первых, Были ли у тебя случаи, когда ты приходил в больницу помочь ребенку, который вот хуже ты не видел даже овощей в тарелке, ребенку помочь, и ты полностью готов это сделать? Да, конечно. А тебе подходит главврач и говорит, ребят, они здесь уже 5 лет, мы их не можем отсюда забрать. Они отказались от лечения, от единственного лечения, которое 5 лет назад могло спасти ребенка. К сожалению... да, знаешь, почему так происходит? Хочешь, я расскажу? Да, мне интересно. Я тебе расскажу, потому что когда вот эти все ребята, вот эти все дети, отказники и онкобольные, у меня такой выбранный вектор онкобольные дети по определенным причинам. Но перед этим я помогал там в том числе отказникам. Детским домам, такое. Нет, не детским домам, а именно отказникам. Понял. Сложная тема. Почему помогаю именно онкобольным детям? Потому что у меня есть на эту тему определенный там нюанс в голове. Но дело не в этом. Дело в том, что когда я общаюсь с этими людьми, которые... А я общаюсь с совершенно конкретными людьми. То есть я знаю, кто собирает, почему собирает, что это за человек, от кого он пришел и так далее и тому подобное. Здесь такая жесткая круговая порука, и у меня дерьмо не пролазит, поверь мне. Это момент номер один. И момент номер два — это то, что зачастую, и так было и с отказниками, и с онкобольными точно так же происходит. Такая ситуация, что там деньги появляются не из Инстаграма, и не от блогеров, и не от инфобизнесменов, и не от криптовалютчиков. Там деньги появляются на Рождество и на Новый год от народных избранников, которые туда приходят, приносят... Человек собирает 120 тысяч долларов, народный депутат туда приносит 5 в гривне, говорит, вот мы помогли ребенку. И вот он, поэтому до следующего года там и лежит, как овощ. Потому что это все ребята, вот эти, которые машины, Роллс-Ройсы, которые себе покупают и прочую всякую хуйню, отправляют туда 1500 гривен на приват и считают, что они помогли. Вот когда я помогаю, я, например, вижу, что человек собирает 2 миллиона долларов. И я понимаю, что я нихуя там не помогу.
Потому что я не готов сейчас финансово закрыть 1,8. Если я вижу, что человек собирает 120 тысяч долларов, я звоню родителям и говорю, могу передать завтра 50. И передаю. Потом из фонда мне звонят и говорят, у нас на сегодня нужно на следующую неделю закупить лекарств, например, там, на 300 тысяч гривен. И я закрываю 300 тысяч гривен. Вот это помощь, а не подачка. Но ты обесцениваешь, если каждый из зала даст по гривне, по 10, по своей возможности. Нет, это не по возможности. Так твои 50, Бро, 50 это не по от 120 Нет, все равно нихуя подобного. Нет. Объясню почему. Потому что 50, смотри, у денег есть стоимость. Стоимость обусловлена благами, которые, значит, воссоздаются из этих Что денег. ты на это можешь купить? Не то, что ты можешь купить, а деньги стоят денег. Вот, например, смотри, в Украине жизнь стоит $2000 максимум. Вот это стоимость $2000, человеческая жизнь. Ну, правильно? Ну, есть и люди, что и за 500. Есть и дешевле. Но это такая, знаешь, типа единоразовая, которая проканает только у дебилов. Кировоградская А вот такая, область. такая средняя жизнь стоит 2. То есть, соответственно, нельзя соотносить как бы $2000, да, там, и 2000 гривен, да. То есть, если у меня есть $2000, то я уже могу позариться на жизнь. А если у меня есть 2000 гривен, то позариться не могу, потому что Но жизнь 25 стоит соседов по 2000 уберут одного соседа. Ну, чисто гипотетически. Так вот, получается какая ситуация? Когда мы говорим с тобой о том, что мы берем какую-то часть и отдаем детям, и ты говоришь, ну, ты обесцениваешь то, что люди там что-то перекидывают. Есть такое, знаешь, опять же, из твоей речи прекрасная десятина, которую мы откладываем. Вот, например, есть у тебя $100 000 медиана дохода в месяц. Ты готов $10 000 отдавать? Вот, например, сегодня сразу тебе вопрос такой задам. Пока мы на передаче, пока мы перед камерами. Сегодня я помогал, значит, одному фонду детскому. Мы закрыли вопрос по целому корпусу детей. Женщина, которая с нами по этому поводу работает, говорит, такая ситуация, у нас, говорит, на ХТЗ, в онкоцентре, у деток в больнице, это в нашей успешной Украине, ребята, я сейчас на камеру это говорю, нету бойлеров. Они моются холодной водой ледяной, потому что отопление выключили нахуй. Андрюха, вот ты готов, например, врываться в такие истории на 10%? Если ты будешь точно знать, что это не пойдет на каких-то там вот эти вот случаи, которые ты озвучил. Прям вот честно тем, кому поможет. Смотри, ты задал вопрос, могу ответить? Да, конечно. Первый момент. Я 100% всегда помогаю там, где я могу. Так. Если ты спросишь про 10%, конечно же, нет. Я зарабатываю свои деньги, я их не беру, я их не ворую, не где-то. Я свои деньги считаю, я научился зарабатывать ту сумму, которую я зарабатываю. И для того, чтобы я отдавал 10%, это очень большая сумма. В твоем понимании это мизерная сумма. Но когда Почему? ты говоришь... Если это те же 10%, брат? Да, смотри, только я объясню. Это 10%, на которые мои нерожденные дети будут учиться нормально, будут кушать, будут путешествовать, будут иметь то, чего не было у меня в детстве. $1000 в месяц. Смотри, да, что? Понял. Собственно говоря, на Ты же не достойный. Смотри, я понимаю то, что ты все подчикаешь, где-то как-то смонтируешь, еще что-то. Ты же не дал мне договорить. Давай. Мы не будем это монтировать даже. Смотри, просто ты не дал договорить. Это будет прямая речь, я обещаю. И здесь все абсолютно, что происходит, ты либо не хочешь слышать, либо не слышишь абсолютно, Я тебе потому задаю что вопрос, это ты можешь отдать неудобные для детям тебя 10%? слова. Ты можешь сказал, Смотри, нет, я сказал, отдать 10% отдать не могу, но я могу сделать то, что помогает людям точно так же, как это делаешь ты. Просто пускай не в твоих объемах, не в твоих масштабах. Помочь пенсионерам, помочь конкретному человеку, помочь людям, которые нуждаются. Так нет, смотри, я отдаю 10%, и ты отдаешь 10%. Чем это отличается? Смотри, ничем абсолютно. Ничем абсолютно, кроме того, что ты отдаешь 10% от своего дохода на благотворительность. Даже больше. Вот, это твой выбор. А твой выбор? Да, А твой мой выбор не отдавать. Отдавать столько, сколько я хочу. Смотри, ты на Ютубе сколько? Времени или... Ну, лет. Как контент-мейкер. Год, наверное, да? Год. Смотри, чуть больше, просто 1,5. пролистай. Долбоеб редчайше снимал. Но пролистай с момента, как я начал снимать. Многодетные матери, ребенок с раком глаза, просто пенсионеры. Я людям показываю, что это абсолютно ничего не стоит помочь. И я помогаю. И то, что я с бубном не прыгаю, не показываю, что вот этому я помог или вот этому помог. Я конкретно показываю ситуации, Я тоже не прыгаю. Да, я не говорю, что ты прыгаешь. Я говорю, что я не прыгаю, заметь. Или я давай по здесь говорю о 10% себе. отдадим, и все, не вот, будем вот, смотри, это классная фишка, и по-пацански, если я скажу да, то мне надо будет это делать. А я не хочу. Объяснить Понял. почему? Нет. Почему? Не, даже не интересно. Зачем? Ну, закрыли Не тему. хочет и не хочет. Не хочет и не хочет, но это его выбор. Гагарин шоу.
Друзья, на самом деле я хочу сказать, что это был, наверное, самый серьезный выпуск за всю историю нашей передачи. Мы поднимали вопросы касаемо бизнеса, поднимали вопросы касаемо продаж в инфопространстве. Криптовалют. Касаемо криптовалют, касаемо детей, помощи, всего на свете. Я хочу отдельно выразить признательность человеку, который пришел к нам сегодня в гости, Андрею, потому что он был сегодня, во-первых, максимально искренен. Во-вторых, это была глубокая передача, сложная передача, волнительная, нервная. Здесь было не до шуток. Со скандалами. Но, это была, мне кажется, очень крутая передача. И вот то, что ты сказал, Андрюха, что мы будем резать, поверь мне, мы будем тебя включать прямой речью, я тебе обещаю. Спасибо. На этом все. Это был 47-й выпуск. Вы просили, чтобы к нам пришел человек из криптоиндустрии. Вот, шутки закончились. Было весело, юморно. Вот, вы просили. Это был 47-й выпуск. Спасибо, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик. Но если вы смотрите нас на крысу... Если вы смотрите нас на крысу, дико должно быть стыдно. Если вам нравится контент и вы его смотрите, это действительно самое лучшее, что вы можете сделать для контент-мейкера, это поддержать его, изменив алгоритм. Напишите комментарий, что я что я не знаю, замечательный, классный, крутой и все остальное. Напишите. Это лучшее, что вы можете сделать для людей, которые тратят свое время, энергию и деньги на то, чтобы вы посмеялись, либо получили полезную информацию. Всем пока, спасибо большое. Всем пока, ребята!